Приветствовать всех на нашем очередном заседании, бесплатного заседания эзотерики или эзотерической школы Кайлас. Сегодня все будет посвящено ответу на вопросы. Также мне написали слова, которые я должен использовать во время этого вебинара. Это слова «хайп», поэтому мы сегодня будем хайповать. Это еще по-другому называется создавать ажиотаж, шумиху. Поэтому сегодняшний вебинар я хочу назвать эзотерический хайп или эзотерический ажиотаж. Что это такое, хочу сегодня рассказать. Какой ажиотаж вообще существует? Ну, наверное, все знают о том, что такое футбол. Да? И сейчас есть футбол, который идет в России. Все вокруг этого футбола немножечко с ума сошли. Я бы хотел сказать, почему футбол нравится. И может ли футбол быть эзотерическим? Да. Почему? Я могу сказать, что футбол наверняка является эзотерическим. Сегодня вечером думал, почему футбол может являться эзотерическим и что нравится людям в футболе. Я, наверное, не должен говорить, что я как мальчик футбол не люблю, знаете. Тем не менее, наверное, стыдно не любить футбол. Тем не менее, могу признаться, что я совершенно не любящий футбол человек. А я объясню почему. Люди, которые смотрят футбол, им обычно нравятся победы. То есть людям нравится, что кто-то может являться победителем. Поэтому, когда кто-то забивает гол, то человек думает, что он, объединившись с этой командой, может считать себя победителем. Почему мне футбол не нравится? Я живу как победитель. Я живу как победитель, я всегда побеждаю, потому что я всегда сражаюсь, понимаете? Мне очень нравится быть победителем. Я не мог понять, почему мне нравится жизнь. Я очень долго искал для себя свою мотивацию. Что же меня заставляет постоянно что-то делать? Почему у меня все время много энергии? Я могу сказать, мне нравится побеждать. Я постоянно ставлю себе задачи, я постоянно эти задачи реализовываю, я постоянно эти задачи ставлю новые. Мне не нужны деньги в большом количестве, но я хочу их зарабатывать, потому что это позволяет мне ставить новые и новые задачи. Представляете, мне это нравится. Я хочу изготавливать продукты питания. Вопрос, зачем мне это нужно? В целом, это только головная боль для меня. Они мне не нужны, я их могу не делать, но я их обязательно хочу делать, потому что это новая тема, и мне хотелось бы этим заниматься. Бегу ли я за деньгами? Нет, но мне нравится создавать задачи. Для чего? Создающий задачи может быть победителем. Я не хочу играть в виртуальный футбол, будучи на секунду победителем, будучи болельщиком за какую-то команду. Я хочу создавать индивидуальную игру, в которой я буду в дальнейшем победителем. Я считаю, что футбол очень эзотерическая игра. Я вообще за тех людей, которые хотят быть победителями. Я вообще за тех учеников, которые стремятся быть победителями и в конце концов этими победителями становятся. Конечно, можно сейчас хайпанем немножко, отлично. Я должен эти слова сегодня использовать, потому что это все будет поднимать релевантность нашего видео. Любимая жена, хайпанем? Вот, любимая жена принесла очередные наркотики, спасибо. Итак, ну, все же знают, что Дуйкова сумасшедший, все в порядке. Итак, обычно, когда люди начинают проходить эзотерические курсы, бесплатные эзотерические курсы, кстати, очень много людей было в свое время, которые писали мне: негодяй, деньги зарабатываешь, сволочь, там, ты 1000 миллионов уже там денег заработал и так далее. Это очень заставляло меня страдать. На самом деле я не страдал, это я обманываю. Но тем не менее, как обычный человек, я должен был бы страдать от того, что кто-то пишет, ты зарабатываешь большие деньги. Мне всегда хочется ответить: ну что ж, ты зарабатывай, тоже создай какой-нибудь вебинар, продай этот вебинар, зарабатывай деньги. Почему? Сейчас очень много, эта информация любая востребована. Сейчас на информации можно зарабатывать деньги. Но тем не менее, хочу сказать, почему те люди, которые в свое время писали, какая я сволочь, на том, что я зарабатываю деньги, не написали мне огромное спасибо после того, когда я выложил первую ступень бесплатно. Почему так много людей пишут, какая я какашка, и почему так мало людей написало мне спасибо? Вообще непонятно, я понял. На самом деле, почему-то людям как-то привычно, люди перешли в состояние зла.
Люди перешли в состояние зла, и им нравится видеть зло, и им нравится, им даже кажется, что зло это приятно, зло это хорошо. Увидеть человека, который приходит на работу с бодуна, с подбитым глазом, которого все раздражают, который кидается на всех, который плюется, слюнявый, вонючий, в порванном костюме каком-нибудь, у которого там ноготь с гноем или там что-то от него отпадает и оттекает. Это хорошо. Этому человеку нужно сострадать, его жалко. Ему хочется помогать, ему хочется дать что-то. А стоит человеку одеть костюм Бриони, золотые часы и выглядеть счастливым человеком, иметь любимую женщину, этот человек там не изменяет никому, живет за свои заработанные деньги, этого человека сразу же начинают ненавидеть. Что случилось с людьми, я не могу понять. Куда этот мир катится? Почему этот мир не восхищается успешными? В чем дело? Вообще, в чем дело? Откуда это взялось? Почему миру нравятся неудачники? Почему миру нравится поддерживать пьяниц, алкоголиков? Почему нравятся несчастные? Почему нравятся ползучие? Почему нравятся вонючие? Почему их нужно поддерживать? Почему их... Вот если бы я сидел, бубнел, нервничал, то меня бы поддерживали, говорили, не беспокойся. Стоит мне быть успешным, сразу же начинает отворачиваться, говорить, какой идиот, надо же, как это он смог, сволочь и так далее. Куда мы, зачем так вообще происходит? Разве это хорошо? Что это за мир такой, когда хвалят и кричат, у тебя там собрались молодые ребята и обсуждают, у меня было там 5 женщин в моей жизни, у меня было 8 женщин, у меня вообще там каждую неделю новая женщина, или как женщины это обсуждают. Ну так каждый сможет. А ты проживи с одной, так чтобы с первого раза и до последнего дня и рядом умереть, и на могилке заплакать, если не умер в 1 час. Вот это то, чему нужно, наверное, восхищаться. Вот это по-настоящему, наверное, счастье, это по-настоящему может восхищать, это, наверное, по-настоящему может, наверное, мотивировать людей. Почему люди, ну это, конечно, вопросы известные, но почему людям нравится находить все плохое? Почему люди хотят поддержать того, кому плохо, или там помочь тому, кому плохо, и совершенно не хотят сказать спасибо или удивиться примером человека успешного? Такое же тоже может быть, правильно? Почему люди упустили этот момент? Ведь в случае, если ты удивляешься или восхищаешься успешным, сам это в свою жизнь притягиваешь. Помогаешь несчастному, сам будешь несчастным. Почему же мечты, которые были у женщин в свое время, не исполнились? Ведь женщины говорили, надо же, в моей жизни появится обязательно красивый, молодой. Я буду ему служить, я ему буду во всем помогать, я смогу ему помочь. Давайте проанализируем, что же происходит. Есть стакан пустой, есть стакан полный, правильно? Для того, чтобы из полного в пустой перелить, нужно, чтобы тот стакан был пустой. Поэтому у женщин выглядело это так. Она начинала думать, я буду ему во всем помогать, значит, должен найтись тот человек, которому нужно помогать. Правильно? Я ему буду во всем помогать и служить. Тогда какой должен быть? Никчемный, который ничего не умеет делать, которому нужно только помогать. Тогда какого мы нашли? Да, вот так, то есть женщина говорила, я буду ему во всем помогать. Конечно, и он появился. Отлично. Пусть он будет богатый. Почему? Пусть он будет богатый. Я буду ему помогать. После этого, ну я не знаю, он будет богатый, я буду счастливой. После этого, если богатый, будет бедный обязательно. Если я ему буду во всем помогать, он ничего не будет делать. Мне не нужно никаких сексуальных отношений, попадется озабоченный. Почему? Потому что один стакан пустой, один полный. Поэтому я часто говорю, то, что женщина намечтала, в ее жизни это обязательно произойдет, только все, что она мечтала, будет полностью наоборот. То есть хотела богатого, будет бедный. Хотела сексуально мягкого, будет сексуально озабоченный. Хотела красивого, будет некрасивый. Хотела рослого, широкоплечего, будет худой дрыщ. И так далее. Вы представляете? А так обычно и бывает. А скажите, кто готов мне прямо сейчас плюнуть в лицо, если я не прав? Представляете, эзотерика открывает глаза абсолютно на все идеи. Я обычно даже говорю женщинам, женщины, будьте людьми, хватит мечтать. Почему? Где же на всех дрыщей найти, знаете? Поэтому как нужно мечтать? Нужно мечтать, пусть в моей жизни будет нищий, худой, страшный, гадкий, а я буду тратить его деньги.
И все, и после этого, значит, какое она должна найти? Какого богатого, который мечтает, чтобы хоть кто-то, хоть когда-то будет тратить его деньги. Я не знаю, какой-нибудь премьер-министр Никарагуа. То есть после этого худого ищешь, значит, полный будет полного ищешь. Или мечтаешь о красивом молодом, будет некрасивый и не молодой. Поэтому лучше не мечтать, знаете, пусть хоть что-то для вас, хоть что-то, какая-то эта энергия делает. Ну что, мы сегодня хайпуем эзотерически, это тема нашего сегодняшнего разговора. Люди часто появляются и говорят: Андрей Андреевич, вы представляете, я начала заниматься вашей эзотерикой и перестала. Почему же ты перестала? Потому что в моей жизни появился полный конец. То есть все плохо, поросята не поросятся, колоски не колосятся, дети с ума сошли, там муж начал выпивать, и вообще денег теперь не стало и так далее. Все, конец, кранты. Что мне делать? Я бросила. Напрасно. Почему? Дело в том, что существует такое понятие. О нем буду разговаривать или объяснять, как это устроено, на своей второй ступени, которая будет идти со вторника на следующей неделе. Я буду объяснять о том, как устроены энергетические колпаки или энергетические эгрегоры или энергетические пирамиды. Видели на 100-долларовых купюрах? Они же там не напрасно находятся. Это некие энергетические структуры, которые объединяют людей вокруг одного страдания. То есть это энергетические структуры, которые питаются за счет того, что человек от чего-то страдает. Вы страдаете, объединяетесь в эту структуру. Страдаете от любви, вы объединяетесь в структуру, которая связана со страданием в любви. Это обнаружить в человеке очень несложно. Нужно послушать, что он говорит. Если человек начинает говорить: все мужчины у меня появляются, они все плохие. Конечно, ты находишься в колпаке или находишься в эгрегоре всех людей, у которых появляются мужчины, которые обязательно плохие. И после этого ты в этом находишься, потому что ты говоришь словами своего эгрегора. Когда человек начинает заниматься эзотерикой и выбирает себе какие-либо задачи, допустим, обрести высокое материальное благополучие, но он ведь до этого находится в эгрегоре или в колпаке тех людей, которые страдают от того, что они бедные. Кто с этим не согласится? Они же страдают от того, что они... А скажите, эта энергия, как она работает? Эта энергия работает так, что, находясь в этой энергии, которая является колпаком, человек не видит других людей, которые получают удовольствие от того, что они богатые. Эта энергия, если близко подойти к оболочке этого колпака, то у человека появляется ощущение темноты. Есть такие люди, которые начинают восхищаться, радоваться, удивляться, и в какой-то момент у них появляется ощущение такое, как будто весь мир рухнул. Появляются нервные состояния, панические атаки, ощущение такое: зачем, что со мной происходит, куда же дальше двигаться, что же я делаю, зачем мне это нужно. И человек говорит: что же делать? Я могу сказать, в этот момент есть два выбора. Эта энергия говорит: вот то, чем ты занимался, чему тебя лысый мужчина научил с телевизора, этим не занимайся. Дуйко сволочь. И после этого у человека сразу же мысли: это точно, из-за Дуйко нужно этим не заниматься, это нужно срочно отодвинуть вообще от себя. А я говорю: нет. Почему я говорю нет? Правильно, потому что когда вы начали выходить из оболочки эгрегора, в котором вы находитесь как бедные люди, вы дошли до того момента, где вы видите сам слой этот, у вас все должно потемнеть перед глазами. У вас мир должен выглядеть так: вы читаете мантры денег или работаете с кодами денег, просыпаетесь утром, а вам свет не мил, темно. И дети вредничают, и ничего не получается, и у машин покрышки порезаны, и часы остановились, и посуда бьется, и попа болит, и никто тебя не любит, и лучше было бы как раньше, и так далее. Я ни при чем в этот момент, эзотерика ни при чем. Вы просто под колпаком. Вы в него попали, объединились, и теперь эта энергетическая система вас не отпускает. И вы не видите, как может быть дальше. Почему? Как же я могу видеть, как может быть дальше, если я до этого никогда не видел? Ну, я разве могу представить Сникерс, если я его никогда не видел? Ну, не могу его представить. Тогда, когда мне его... Как же я его увижу, если его еще нет? Получается, человек должен закончить то, что у него есть, и перейти на новый уровень. Он подходит к энергетической оболочке своего эгрегора, а энергетическая оболочка, она так устроена, что она не дает видеть человеку будущее. Она закрывает человеку возможность видеть, чувствовать и
даже надежду забирает у человека. Это как черная дыра. Она прям высасывает у человека возможность и желание куда-то шевелиться. И что происходит? Человек начинает читать мантру, допустим, там, для замужества. Там, каждый день читает женщина мантру для замужества, и в какой-то момент перед глазами все потемнело, ничего не хочется, муж активировался, который раньше объелся груш и так далее. И никто не может как-то понять, знаете, у человека вот как все плохо, все со всех сторон плохо. Подруги все остервенели, там, мама как с ума сошла, близкие там что-то начинают все время говорить, фильмы как назло появляются какие-то неправильные и так далее. И все как темно. И после этого она говорит, все, я не буду больше этим заниматься, я не знаю вообще, что происходит. Это все полная чепуха. И после этого бросает. После этого плавно ее отпускает, она отходит от оболочки своего колпака и начинает вновь жить как обыкновенный человек. В том же мире, в котором она до этого жила. Конец. А что нужно делать? Так вот, когда вам на фоне выполнения эзотерических практик не по себе, когда вам плохо, и когда вы не знаете, как выйти, первыми признаками того, что вы на правильном пути, вот вы читаете мантру, но вы же не хотели выбирать мантру по чуть-чуть денег, вы выбираете сразу же там королевская власть. А кем ты работаешь? Парикмахером, а в свободное время ногти делаю. И ты начала читать королевскую власть, да. Я представляю, как тебя сейчас начнет клинить. И после этого сколько читаешь времени уже? Я код слушаю, шум слушаю, код читаю, еще и мантру читаю королевской власти. За рулем едешь, панические атаки есть? Да. Ну так они должны быть. Почему? Ну так что должно случиться? Я не знаю, землетрясение какое-то. Что-то должно случиться. То есть ты в том колпаке находишься, где люди до сих пор страдают из-за того, что у них нет денег. И тебя нужно оттуда выдернуть и переставить в тот колпак, где люди живут, страдают от того, что им некуда больше тратить деньги. Понимаете? Они разные, получается. А у человека из-за того, что не хватает энергии, начинается заклинивание в середине. У него появляются там панические атаки, какие-то депрессии и так далее. Но не надо ставить сразу большие планки. Можно по чуть-чуть это делать. Не нужно сразу вот так. Знаете, как у женщин, я хотела бы, чтобы у меня появился мужчина, но пусть он будет и дальше богатый, здоровый, там, очень там, на BMW, чтобы ездил, и Мерседес у него был, я буду его деньги тратить, и везде, чтобы меня возил, и молодой, чтобы был. Уже не стыковки, знаете, у молодого-то откуда это все. И после этого он должен появиться. А теперь на эту реализацию кто должен эту энергию отдать? Ну, раз это твоя реализация, значит, ты должен отдавать энергию. А ты кто? А я беззубая, несчастная, вонючая, там, знаете, хромая, без образования, разговаривать не умею, дома сижу. То есть энергии должно быть много, которая тратится. Откуда она должна быть взяться? Оттуда. Тогда как нужно представлять? Нужно говорить, скоро я выйду замуж, конец. За кого, не важно, мой будет самый лучший, понимаете? Тогда не будет вот этих панических атак, депрессивных эпизодов и так далее. Я вам хочу сказать, когда вам на фоне применения моих эзотерических практик становится плохо, знайте, вы идете на правильном пути. Что нужно делать? Вы должны знать правила эгрегора. Правило эгрегора звучит так. Когда ты находишься перед оболочкой эгрегора, весь мир темнеет. Если весь мир паник и он темнеет, в этот момент ты можешь либо остаться и сдаться, либо быть футболистом. А в футболе есть правило. Если дали тебе мяч, то беги и бей в гол. Или не занимайся футболом вообще. Если дали мяч, беги вперед и забивай. Поэтому в случае, если вы занимаетесь эзотерикой, всегда помните правила победителя. Если вы начали и у вас меркнет все перед глазами, то вы должны обязательно концентрироваться на то, что видят ваши глаза, и находить удивление, радость и удовольствие от того мрака, в котором вы находитесь. Почему? Потому что эгрегор, когда вы к его оболочке дотрагиваетесь, он хочет, чтобы вы вновь начали страдать. И это квинтэссенция, или это эпогей, или это самая верхняя точка вашего страдания. Вы к нему подошли, к этому страданию. Если вы в этот момент не выйдете из этого страдания, вы будете вновь находиться в той же точке, в том же эгрегоре, и снова будете страдать, и эта энергия будет с вас снова сосать энергию. Скажите, вам это было интересно, то, что я рассказал? Ура! Поэтому
Дорогие друзья, если вы уже бесплатно начали проходить первую ступень, или платно, или нет, и начали заниматься эзотерикой, помните о тех подводных камнях, которые рано или поздно у вас возникнут, и совершенно их не бойтесь. Будьте теми сумасшедшими, улыбающимися людьми, которые вытаращивают глаза, когда им плохо, и смеются. Всегда нужно помнить, если все вокруг плачут, улыбайтесь. Ваша улыбка является вашей принадлежности к Богу, понимаете? Вы метка для Бога. Потому что кто-то должен быть светом. Вы понимаете, когда вокруг темнота, то радует, когда где-то горит лампочка. Знаете, когда вокруг свет, когда вокруг жарко, то радует место, где есть кондиционер, понимаете? Поэтому не нужно быть такими, дорогой товарищ. Поэтому не нужно быть такими же, как все остальные люди. Поэтому, когда всем плохо, делайте так, чтобы нам было хорошо. Мы эзотерики. Когда все смотрят футбол, эзотерики не смотрят футбол. Когда все смотрят что-то, почему? Мы эзотерики, а это говорит о том, что мы не все. Эзотерик однозначно ставит себя как человек избранный. Почему? Он развивает у себя состояние борца и ставит задачи развить свою духовность, которая развивается только за счет того, что человек взращивает в себе состояние внутренней доброты. Таким образом, он, становясь добрее и добрее и добрее, с каждым разом становится все духовнее и духовнее и духовнее. Понятно? Таким образом, мы не можем быть в среде тех людей, у которых, а у всех плохо. Мы эзотерики. Когда всем плохо, нам хорошо. Когда все плачут, мы улыбаемся. Когда вокруг все валится, у нас все процветает. Почему? Мы не люди, мы эзотерики. У них свой путь, у нас совершенно свой путь. Когда все за Порошенко, когда все за Ельцина, мы вообще против всех. Почему? Потому что мы не имеем права никого выбирать, мы в адвайте, понимаете? У нас совершенно другие задачи. Мы находимся на совершенно другом пути. Мы не идем по пути, когда есть Бог или нету. Почему? Потому что если мы за Бога, то против Бога. Или когда мы против Бога, то мы за тех, кто за Бога. Мы выбираем адвайт, то нам все равно, есть Бог или нет. Нам все равно. Почему? Мы занимаем позицию эзотерики, которая одновременно знает, что и то есть, кто за Бога, и кто не за Бога, и нам все равно, что у них это есть. Таким образом, когда мы занимаем позицию эзотерика, мы занимаем позицию адвайты, и мы становимся теми людьми, которые отличаются от всех остальных. А если мы отличаемся от всех остальных, это и помогает нам выйти из этих колпаков или эгрегоров, в которых мы находимся. Скажите, вам было интересно? Отлично. Людмила Головина. И правда, бизнес попер вверх, а дома провоцируются на ссоры. Пытаюсь применить ваши знания, постепенно нормализуется, но возникают какие-то проблемы, как будто проверяют. Да. Так и есть. Когда человек начинает жить, то он собирает вокруг себя людей, которые связаны с ним энергетически эгрегорами или вот этими колпаками. То есть человек, который страдает от того, что у него нет денег, но он страдает еще от того, что у него нет еды, и страдает еще от того, что у него нет интима, еще страдает от того, что у него нет радости никакой в жизни, и страдает от того, что у него где-то геморрой. После этого у него все шансы выбрать такого же человека, у которого такой же набор подключений. У него есть все шансы, и все рядом будут находиться именно в этих энергиях. Вы представляете? То есть мама с ребенком живет, и то, что мама живет с ребенком, они объединяются энергией, то есть они находятся в одном этом колпаке. Они находятся в колпаке, а целью колпака является создать все условия для того, чтобы человек испытывал страдания. То есть испытывал страдания от того, что он знает, что деньги существуют, испытывал страдания от того, что там мужчины плохие или хорошие, испытывал страдания от отношений, испытывал страдания. То есть эгрегоры питаются страданиями. Они не могут выпустить человека. Чем можно преодолеть барьер эгрегора? Радостью.
Поэтому, когда вы ударяетесь лицом в этот эгрегор, у вас ощущение стены, как будто весь мир выстроил стену. И против вас, и так делать не надо. Почему? Вы вышли, вы должны выйти из этого эгрегора. Это очень болезненно. Когда вы окажетесь на другой стороне, то у них появится такое же желание прийти к вам. И они тоже начнут тыкаться, и у них будут точно такие же темные, затемненные проекции, понимаете, у них такие же будут ситуации, но они смогут, либо вы их вытянете, либо они начнут у вас там точно так же, как вы, удивляться, либо вы их вытянете другим путем. Каким? Мужчина, жена, между ними есть интимная связь. После этого муж говорит, ты смотришь какую-то чепуху, зачем тебе эта эзотерика, влюбилась, что ли, в этого лопоухого лысого придурка из Украины, там, и так далее. После этого иди надуй копа, смотри, я тебе уже не нужен, знаете. То есть у человека тоже состояние мрака появилось, понимаете, и в этот момент вы вышли, потому что вы начали восхищаться, у вас глаза открылись, вам мантры помогли, а он дотронулся впервые к эгрегору, через который он должен пройти. У него появляется состояние страдания. Конечно, у него тоже панические атаки, нервные состояния. Тогда что нужно сделать? Нужно с ним переспать. Понятно, нужно с ним переспать. А если это папа или мама, ничего страшного, если это папа или мама, они по крови за вами пойдут в дальнейшем. Будьте для них примером, рано или поздно вы их достанете. Это такая особенность этой эзотерики. Фая Ангел, ох ты ж. Ученица вашей школы, у меня вопрос. В этом году я получу немецкое гражданство. Давайте я сразу же скажу. С этого момента и во все свои дальнейшие проведения вебинаров я не буду отвечать на вопросы, касающиеся индивидуальным ответом на индивидуальные вопросы. Не поступит дочка куда-то, не поступит. Не получу гражданство, не получите. То есть почему я это делаю? Дело в том, что у нас есть широкие вопросы. Нас сейчас смотрят 1600, там, я не знаю, ну, Жене надо спросить, там 2000, я не знаю, 5000 человек. Скажите, кого сейчас интересует вопрос, получит ли Фая Ангел гражданство в Германии или нет? Если вас, скажите, кого из вас здесь присутствующих в зале, если сейчас большинство поднимет руку и скажете, что интересует этот вопрос, я обязательно отвечу. Никто не поднимает, я понял. Вот вы добрая, видите? Добрый вечер, приветствую всех из Армении. Добрый вечер, приветствую. Ага. О, кто-то даже стихи сочиняет. Молодцы. Сейчас. Так, а если надоела эзотерика, прям лень коды или заклинания читать, переть до конца? Да. Будьте как в футболе. Скажите, когда футболист бежит, ему надоело бежать и забивать гол? Конечно, ему надоело, но он знает, что он забьет. А скажите, он в этот момент рассчитывает на то, что он будет там прославленным или еще каким-то? Никто ни на что не рассчитывает. Я вообще могу сказать, что я нашел свое качество, которое сделало меня богатым человеком. Я могу сказать, оно одно, вы представляете? Я знаю на 100% качество, которое может сделать человека очень богатым человеком. Это качество творчества. Вы представляете? Мне все равно, сколько я заработаю. Мне дай возможность что-то сделать. Почему? Мне нравится творить. Вы представляете? Мне нравится создавать, мне нравится творить, и я ко всему отношусь с позиции творчества. Я не смог бы просто брать кольцо, пилить сверху, поворачивать, пилить сбоку и перекладывать в другую посудину. Я бы выпиливал на нем узоры, и меня бы, скорее всего, выгнали. Мне нравится творчество. Я ко всему отношусь творчески. Когда я делаю суп, я обязательно бросаю туда что-то, после чего никто не ест. Зато это мое творчество, я так вижу мир. Понимаете, ничего в этом плохого нет. Ведь кто-то же должен создавать творчество, слушайте. Я очень творчески отношусь по жизни. Мне очень нравится играть на музыкальных инструментах, потому что они создают условия творчества. Понимаете, оно создает условия, где можно самовыражаться. Я не думаю, что
я хочу получить после того, когда я создаю что-то творческое, я хочу получить признание. Это совершенно не так. Мне не хочется в этот момент, как и футболисту, который бежит забивать гол, в этот момент он не думает, что он станет очередным Марадоной или станет очередным Шевченко, он просто делает свою работу. Так же и я, занимаясь творчеством, я делаю свою работу, я реализовываюсь. Во всем я пытаюсь найти творческий подтекст. Мне очень нравится заниматься чем-то, но я к этому отношусь, к творчеству. Поэтому, когда есть творчество и когда есть широта, то это и есть элемент самореализации. Поэтому я считаю, что творческий человек имеет все шансы в дальнейшем стать очень богатым человеком. Знаете, я не могу сказать о том, есть ли такое качество у большинства миллионеров, которые стали очень богатыми. Я могу сказать о себе. У меня такое качество есть. Творчество – это то, что вдохновляет, заставляет шевелиться, заставляет работать. Почему у нас хайпанем, друзья? Хайпанем немножечко. Итак, эзотерический вопрос. А почему же говорят человеку, когда прощаются, ну все, с Богом? Откуда появилось это? Оно, кстати, это изречение с Богом, оно очень релевантное. Поэтому, если о нем буду сейчас рассказывать, то у нас этот видеосеминар сразу же станет высокорейтинговым, так как слово с Богом повторяется многократно. Поэтому хайпанем, друзья, с Богом. Итак, почему прощаясь с человеком? Почему прощаясь с человеком, человеку говорят, ну все, иди с Богом. Почему это вдруг появилось? Это настоящая эзотерика. Дело в том, что Бог, у него отобрать ничего нельзя. Скажите, кто-нибудь из нас может у Бога что-нибудь забрать? Хотите, отвечу. Никогда и никто. Почему? Бог, если хочет, дает, а если не хочет, не дает. Тогда можно ли у него что-нибудь забрать? Нет, ничего. Поэтому, если ты друг Бога и вместе с Богом, то тогда у тебя, как и у Бога, забрать ничего нельзя. Поэтому, если человеку сказать с Богом, то этого человека уже никогда не обкрадут. Понятно? Поэтому, когда человека куда-нибудь отправляют и говорят с Богом, то тогда этого человека уже ни цыгане не обкрадут, ни какие-то люди еще и так далее. Почему? Тогда это фактически делает тебя другом Бога, у Бога ничего забрать нельзя, поэтому если ты идешь с Богом, то и у тебя забрать в это время ничего нельзя. Отсюда и появилось такое, наверное, словосочетание или такая народная мудрость, когда прощаются с человеком и говорят, ну все, с Богом. Откуда взялись слова? Откуда взялись слова «иди к черту», да? «Иди к черту». В этом году я проходил таможню. Когда ее проходил, применял определенную практику. Когда я приехал, то одна женщина, которая была на 40-м морском курсе, она подошла ко мне и говорит: Андрей Андреевич, я каждый раз, когда прохожу таможню, мысленно представляю, будто я дарю этому человеку, который меня на таможне проверяет, дарю ему звания новые, дарю ему золото, дарю ему деньги и так далее. Говорит, и в этом году, когда я проходила таможню, меня аж до нижнего белья раздели. Говорит, все у меня проверили. Говорит, даже зубы с коронками, наверное, только даже в рот заглянули. Говорит, но настолько все проверили. При этом тот человек, который проверял, улыбался, целовал мне ручки, говорит, помог сумку эту раскрыть, все достать, потом сам помог сложить, застегнуть, поставить. Говорит, такой милый проверяющий, который все проверил. После этого попросил мило, чтобы я деньги достал. Андрей Андреевич, что не так я делаю? Ну так вы знаете почему или в чем проблема ее? А? Проблема заключается вот в чем. Смотрите, она начала дарить человеку, у которого есть задача. Его задача, как работника таможенной службы, проверять людей. Поэтому, если этому человеку мысленно что-либо дарить, то он будет свою работу делать гораздо лучше для тебя, чем для остальных людей. Поэтому, если его поставили проверять, и ты ему будешь мысленно дарить, то он будет так тебя остервененно проверять, как никого.
качественно. Почему? Потому что он хочет прямо понравиться тебе тем, что он лучше всего умеет делать. Он же лучше всего умеет проверять. Поэтому она начала ему что-нибудь там мысленно дарить, знаете, а он не может остановиться. Это проверяет, это. Я когда ей начал это говорить, она начала улыбаться. Говорит: Андрей Андреевич, ну это же точно, ну надо же. Так что я бы ничего мысленно не дарил стоматологу, к которому я приду лечить зубы. Почему? Это ж как же можно внедриться там в эти каналы, знаете? Также я бы, наверное, мысленно бы ничего не дарил хирургу, знаете, это ж как же можно хорошо сделать свою работу. По-дружески отпилить там, что нужно и что нельзя, понимаете? Поэтому аккуратно с этими практиками. А кому бы что же нужно делать? Она говорит: а как же мне в следующий раз? А я ей говорю: послушай, нужно было его мысленно презирать. И говорить: Боже, какой ты гадкий, и нос у тебя гадкий, и глаза гадкие, и ногти у тебя гадкие, и сам ты гадкий. И после этого он это начинает чувствовать, и ему не хочется хорошо для тебя выполнять свою работу, которая заключается в том, чтобы тебя на таможне проверять. Понятно, как это устроено. Вот так работает эта система. А у нас, знаете, как в нашей школе, я обычно какую-нибудь систему рассказываю, и ее нужно без обдумывания куда попало применять. То есть муж пришел домой и хочет набить кому-то лицо. Немысленно может ему подарить что-нибудь. После этого: ах ты ж, Боже мой, теперь... Раньше бы просто там кому-нибудь ударил, а после этого будет бить 1,5 часа. Почему? Отрабатывать подаренные мысленно вещи. Понимаете, ужас какой. Делать этого не нужно. Естественно, там была такая женщина, я когда-то рассказывал, если представить, будто вокруг тебя льется водичка, то после этого окружающие люди перестают тебя замечать и видеть. После этого женщина приезжает, говорит: на меня наезжают машины, я ехала к вам на морской курс, и прямо на мою трассу, по которой я ехала, выезжала встречная машина, и прям несколько лобовых атак было. Думала: все, не доеду на морской курс. А что не так? А что вы делали? Вы применяли что-нибудь эзотерическое? Конечно, Андрей Андреевич, применял. А что? Я делала машину, вокруг которой вода. Я говорю: так вас никто не видел. Я же говорил, что эта практика выполняется в тот момент, когда ты не хочешь, чтобы тебя видели. Но я же от гаишников пряталась. Так ты никому вообще не видна была. Она говорит: а я думаю, ну надо же. Это когда ты паркуешь свою машину, то можно представить, будто вокруг нее водопад. Пусть ее уже никто не видит. Хотя я бы тоже, наверное, не хотел бы. Знаете, так припарковал кто-то в твою машину, еще припарковался. Я когда-то ставил машину, и каждое утро выходил, и было продуто колесо с одной стороны. После этого дворника спрашиваю: вы можете сказать, кто продувает? А он говорит: я говорю, месяц продувают эту машину. Я говорю: уже замучило это. Он говорит: это тебя из подъезда, вот там есть вот так квартиры, а здесь наполовину квартира, наполовину подвал, и там люди живут. И ты каждый день заводишь, прогреваешь машину, потому что холодно, а потом уезжаешь, а им не нравится. Они, чтобы ты не парковался, начали тебе колесо сдувать. Я говорю: боже мой, ну надо было бумажку написать: мы живем в подвале, не паркуй здесь машину. Я бы прочитал и не парковал бы. Откуда я мог знать? Я 1,5 месяца... Уже, знаете, эти сменки, уже на проколотых колесах куда-то еду, уже каждый день здороваюсь, говорю: что же это такое? Додуматься не мог, вы представляете? Додуматься не мог. Вот тебе и ясновидящий. Поэтому, когда додуматься не мог, нужно было под дворник положить бумажку: не ставь сюда, ты нам воняешь, мы здесь живем. И все всем понятно, знаете. Естественно, когда я прохожу таможню, скажите, что я мысленно проговариваю, когда меня хотят проверять? Боже, я в этот момент этого человека ненавижу. Я нахожу все возможности сказать мысленно, не вслух. Кстати, очень хорошо, что я это сказал. Сказать мысленно не вслух. Там: фу, какие у тебя носик гадкие, а какой-то тьмо. И после этого он так подходит, пробует там что-то проверять, и после этого ничего не делает. То есть для меня работу делать хорошо не может. Почему? У меня лицо, наверное, в этот момент очень отвратительное. Новая первая ступень стоила $100 для тех, кто приобрел ступени на официальном сайте школы Кайлас. Подскажите, пожалуйста, на новую вторую ступень такая радость будет ли? Спасибо.
Смотрите, если у вас есть приобретенная новая вторая ступень или прошлая вторая ступень, то вы новую вторую ступень можете приобрести по стоимости $100. Если у вас нет купленной до этого второй ступени, то вам придется заплатить всю сумму. Буду ли я выкладывать вторую ступень в бесплатном доступе? Да, через год ее выложу, вторую ступень в бесплатном доступе. Также я могу сообщить о том, что выходит новая книга. Сейчас мы ее будем печатать. Она называется «Введение в эзотерику. 3-я часть». Очень интересная. Она самая большая получилась из всех частей. Получается, в этих книгах по 200 страниц, а в той там почти 400 страниц. То есть она в 2 раза больше, чем вот эти предыдущие книги. Также сейчас дописывается книга «Жизнь. Инструкция к применению». Отрывки, которые вы можете прочитать на моем сайте ЕРТЕ Дуйко Кайлас или Дуйко Кайлас и РТЕ в Фейсбуке. А также уже вышла, и вы можете ее покупать, пока она у нас только в веб-версии, в PDF-формате. Это 300 выводов счастливой жизни, автор Дуйко. Очень интересная книга. Кто скачивал, наверное, уже смогли насладиться ее прочтением. Здравствуйте. Почему-то нет видео, только комментарии. Андрей Андреевич, а как же царица комаров? Вот. Царица Скоморох – это совершенно другое. Царица Комаров – это откуп. Это откуп. Здесь нужно совершенно по-другому к этому относиться. Это 2 разные практики. Андрей Андреевич, Ирина Зима. Я вступила в РТЕ в начале 2018 года. Простудировала весь 2017 год. Могу ли я считаться полноценным членом РТЕ? Конечно, можете считаться полноценным членом РТЕ. Скажите, пожалуйста, я не могу приобрести 1-ю ступень, но я приобрела ваш семинар «Оккультные методы приобретения счастья». Могу ли я практиковать эти практики? Нет, вам необходимо сначала зайти на YouTube, найти мой канал Андрей Дуйко на русском языке и там просмотреть 1-ю ступень, которая сейчас выложена, 1-я ступень 2015 года, выложенная для распространения совершенно бесплатно. Хочу вернуться все-таки к той теме, которую я начал в самом начале. Естественно, когда люди говорили: Андрей Андреевич, там какашка, не занимайтесь у него, он обязательно деньги на вас зарабатывает и так далее. Ну, давайте я как бы оправдаюсь. Я тот человек, который на протяжении 8 лет принял бесплатно 84 тысячи человек. О, скажите, это плохо или хорошо? Также я раздал за это время там порядка 8 тысяч препаратов совершенно бесплатно. Это же... И вам прислали, видите, на $200 бесплатно. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть люди, оказывается, которые тоже умудряются делать что-то хорошее. Поэтому я считаю, что моя жизнь, она отчасти связана еще и с служением. Я считаю, что я служу людям, я считаю, что я имею право на это, я считаю, что в моей жизни было много сделано, когда я только брал, и сейчас я уже готов по чуть-чуть служить для людей, создавать для них что-то. Поэтому, если кто-то хочет, люди иногда говорят: Андрей Андреевич, давайте откроем канал Ясновидения и начнем этим заниматься. Давайте я буду читать ступени школы. Давайте будем работать. Вот, а как же этот Дуйко все это находит, почему у него это все получается? Я могу вам спеть песню, она очень правдивая, она практически про меня. Это песня Бутусова. Там апостол Андрей подошел к Иисусу Христу и говорит ему: послушай, Христос, я бы тоже хотел, как и ты, ходить по воде вдвоем. Ты можешь меня научить? Он сказал: конечно, но для этого тебе потребуется повисеть на кресте, под которым там солдаты, вот пойди на нем повиси, потом, когда тебя с него спустят, приходи, и мы будем вместе гулять по воде вдвоем. Поэтому я хочу вам сказать, если у вас есть желание быть таким же человеком, как я, то вам необходимо 8 лет. 8 лет, каждый день по 50 человек, минус выходные и праздники, бесплатно попринимайте этих людей, бесплатно полечите, бесплатно поотвечайте, бесплатно что-то сделайте для них. И после этого, спустя 8 лет, приходите, мы будем вместе с вами проводить 1-ю ступени. Так удобно вообще, очень-очень удобно. А когда Андрей Андреевич: ух ты ж, я как заработаю сейчас кучу денег? Нет.
Ну нет, я не открывал школу для того, чтобы зарабатывать деньги. Это просто так повернулась судьба, что вдруг люди начали на это реагировать. Вообще, моя первая ступень была очень печальная. Пришло 5 человек, при этом один из них все время спал, потому что был под наркотиками какими-то. А когда он проснулся в самом конце, то сказал мне: слышишь, а когда же будет пикап? Я говорю: какой пикап? Ну, я говорю: а что это такое? Он говорит: ну, это как кадрить женщину очень быстро, чтобы она с тобой легла в постель. Я говорю: помойся, и все, и с тобой кто-нибудь ляжет. Кстати, один из самых лучших видов пикапа, знаете, достаточно помыться. Так вот, забыл. Так вот, все-таки должен договорить. Естественно, сейчас, когда первая ступень моя появилась, и она выложена бесплатно, то я призываю своих учеников: мне не нужны ваши: Андрей Андреевич, спасибо, там, Андрей Андреевич, вы так помогли, Андрей Андреевич, там, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Хотите сделать что-нибудь прекрасно, тоже будьте теми людьми, которые могут что-то подарить. Уже бесплатно выложили, раздайте. Подарите это кому-нибудь, кому это необходимо. У вас же есть такие знакомые или такие люди. Вы представляете, вы же смотрели эту первую ступень. Это же можно сказать, что это титанический труд. Я не знаю, что там у меня в голове сковырнулось, что я после этого столько всего понаписывал. Понимаете, как говорит одна моя знакомая: ты, Дуйко, пятиручка, семиножка. Я говорю: что такое? Она говорит: потому что когда обыкновенные люди успевают раз-два, у тебя 7-5, 7-5. Я с ней согласен. Почему так происходит? Потому что мне нравится то, что я делаю, потому что меня вдохновляет то, что я делаю, и потому что я не хочу, я, наверное, уже хочу, но когда я это все создавал, я точно бежал забивать гол, но в этот момент я точно не хотел, чтобы, забив гол, обо мне все кричали, что я гол забил. То есть мне в этот момент этого не нужно было. Поэтому, когда сейчас создалась эта первая ступень, и это является условно тем пособием, которое помогло тем знакомым, которые мне написали хорошие отзывы, изменить свою судьбу, то я, как человек, который в свое время давал обет не сохранять информацию, не зарабатывать на информации, которая может привести человека к состоянию радости и счастья, я решил эту информацию абсолютно бесплатно раздавать. Поэтому я, скорее всего, на протяжении нескольких лет выложу все свои ступени и все свои семинары совершенно бесплатно в свободном доступе. Почему я буду это делать? Я считаю, что данная информация, она должна принадлежать всем. Но хочется сказать: Андрей Андреевич, так давайте сегодня. Ну, давайте, распространяйте первую ступень. Если количество подписчиков у меня на моем канале YouTube Андрей Дуйко вырастет и будет больше 100 тысяч человек, то я в этот же день сразу же выложу вторую ступень. Если будет 200, третью. Я для себя так решил. Я сказал: когда у нас будет 50 тысяч человек, я выложу первую. Но я не додержался, поэтому когда было 35, я первую выложу. Сейчас, когда будет 50, выложу. Когда будет 100, я выложу вторую, когда 200, третью и так далее. Пусть будет так, знаете. Да, я на самом деле быстрее выложу. Участники морского курса 40-го психический. У нас каждый морской курс имеет определенное название. Так последний 40-й я его назвал психическим. То есть у нас сейчас есть условное название 40-й психический. Почему? Ох, так. Вы говорили, 309-й был. Всех накренило вообще, всех накренило. Все сошли с ума. То есть все было хорошо, а потом все сошли с ума. Даже кто безумен был, знаете. Так дышали и свихнулись, еле до кучи всех собрали, знаете. Но все в нормальном состоянии уже уезжали. Андрей Андреевич, я понимаю, что вопрос сложный, но все же, если скажите, как долго будет продолжаться конфликт на Донбассе? Люди очень устали. Вот здесь вот книга у меня, я ее написал в 2013 году. То есть это семинар, который был выпущен в 2013 или в 2014 году. Она называется «Введение в эзотерику. Третья часть».
там в этом семинаре я рассказал о своем видении, которое у меня было 5 лет назад. Там я сказал, что во время этого видения мне на вопрос, что будет с Украиной, показали 3 человек. И эти 3 человека, они делили бублик. То есть они схватили бублик круглый, и после этого поделили их на 3 части. Там был лысый, светловолосый и кучерявый. То есть они взяли этот бублик, разорвали на 3 части. Вот разорвали на 3 части сейчас Украину, и так оно на 3 частях останется. То есть это будет 3 совершенно разных государства. Одна часть это там, Крымский полуостров, вторая часть Донецкая, Луганская Народная Республика и 3-я часть Украина. Будет ли еще это долго? Да, это будет всегда так. То есть так и будет дальше идти. Что же будет дальше? Ну, дальше будет хуже. Для них, а для нас нет. Почему? Мы совершенно другие люди, мы эзотерическое общество. Ученики 7 ступени, которые заканчивают 7 ступень, они должны прийти ко мне во время морского курса, сделать так, чтобы я их почистил или привел их в нормальное эстетическое, энергетическое состояние. И после этого подойти ко мне и сказать: я ученик 7 ступеней, закончил 7 ступень. Сесть передо мной и попросить, чтобы я подключил Савитур. После этого я могу подключить Савитур, и у вас появится энергия такая, когда вы будете просто ложить руки к любому человеку, этот человек будет выздоравливать. В тот момент не нужно ни думать, ни заполнять, ничего не делать. При этом человек становится ясным. Там, где вы будете жить, вокруг вас на 2-3 километра будет всегда свет, радость, счастье, удовольствие, процветание, любовь. Если вы будете спать рядом с засохшими цветами, то обязательно эти цветы начнут цвести. Почему? Мы необычные люди, ученики, заканчивающие 7 ступень и получающие мою передачу Савитур, в дальнейшем могут иметь необычайную энергию. Естественно, ученики школы Кайлас, которые не просили получить савитурную энергию, они ее так и не получили, потому что там не попросили после этого. А еще некоторым могу отказать. Естественно, когда человек начинает заниматься эзотерикой, то я вижу шаги, которые совершает человек. Первые шаги – это неуверенность, нежелание быть победителем. Человека засасывает желание быть обыкновенным. Знаете, как в христианстве человеку говорят, я раб Божий, я буду рабом Божьим, я буду для Бога, я буду для Бога раб и так далее. Скажите, вы бы хотели, чтобы вы были не просто человек, а человек еще и раб для кого-то? Еще и раб для кого-то. Скажите, как относятся к рабу? Как относятся к рабу? К рабу относятся всегда нехорошо. Даже если человек для кого-то раб, то само понимание того, что он был чьим-то рабом, уже не очень приятно. Это как отсидеть 50 лет где-то. Смотрите, как это выглядит. Допустим, человек сидел в тюрьме, но его оклеветали. Но он просидел 15 лет в тюрьме. Его оклеветали, потом отпустили. Вот он выходит, освобождается, ходит в татуировках весь, да. После этого приходит устраиваться на работу. Ему говорят: кем ты будешь работать? Он говорит: я могу электриком работать, могу там что-то делать. А кем вы раньше были? Я 15 лет в тюрьме сидел, вернее, отбывал там наказание на зоне там особого режима. Но это была клевета, меня клеветали, это было не так. Ему говорят: хорошо, конечно же, хорошо, мы подумаем, скажите, его возьмут или нет? Нет, но его же оклеветали, его же нечестно посадили. А кого это беспокоит, правильно, оклеветали или нет? Так же и здесь. Да неважно, все равно, что ты раб, понимаете, неважно. Тебя все равно окрестили рабом. Поэтому, если ты на себя клеймо одел и потом: я хочу быть счастливым, так ты уже раб, какое же счастье? Ты же раб, какое счастье? Ты же чей-то раб. Даже Бога раб, но все равно раб. Не надо быть никому рабом. Что ж с этим делать, да, если уже многократно произнесли я раб. А у меня очень быстро начало расти денежное дерево. Отлично. А если цифра, сколько у вас выпускников после 7 ступени? Не ведем такую цифру, совершенно не ведем. Нету такой цифры. Я не знаю, сколько закончило людей 1 ступень. Почему? Дело в том, что это можно было бы гипотетически предположить, если бы были официальные покупки.
А так как многократно образовывались неофициальные покупки на канале «Складчик», там в каких-то пиратских бухтах и так далее, в хомяках и еще где-то. У меня, кстати, есть возможность это все закрывать, но я совершенно осознанно этого не делал, никогда не хотел это все закрывать. Я за то, чтобы информация распространялась. При этом могу сказать, что на складчик.ком, на складчик.биз в свое время организовал даже форум, начал отвечать на вопросы, начал писать: ребят, давайте проведем даже отдельную встречу, и я вам дам свои рекомендации и так далее. Почему я это сделал? Люди совершают ошибки, они боятся. То есть человек думает, что он не купил, а украл, понимаете? Из-за этого ему неприятно потом. А я хочу, чтобы человек понимал, что он не украл. Я не знаю, в чем политика компании «Складчик», но они меня заблокировали. То есть я ни там не смог дальше работать, потому что меня заблокировали. Почему же меня заблокировали? Ну, я так предполагаю, что это мешало, наверное, так не устроена система. То есть тот человек, который является автором, он, скорее всего, является одновременно еще и врагом номер один для таких компаний, знаете. Очень напрасно. Я считаю, что все должно иметь творчество, все должно как-то куда-то переходить и каким-то образом видоизменяться. При ясновидении 2 вы передаете советурную энергию? Нет, не передаю. Советурную энергию можно в человеке подключить таким образом. У него должен быть зенит, цилиндр, и внизу второй зенит. После этого я выстраиваю правильно один зенит, второй зенит, и между ними соединяю советурную энергию через цилиндр. Человека в этот момент руки вот так вывернуты наизнанку. Я от человека отхожу, закрываю глаза, и он перед моими закрытыми глазами должен светиться искренне ярким солнечным светом, не имея лица и тела. При этом на уровне сердца я должен видеть ободок, сияющий голубеньким. Такое свечение, которое получает при этом человек, оно не исчезает никогда. Что происходит у человека? Такой человек перестает болеть. У такого человека исчезают неприятности, у такого человека исчезают проблемы, то есть его перестают обманывать. Если занимают деньги, им возвращают деньги и так далее. То есть это уникальная энергия. Это возможно сделать, если человек закончил исключительно 7 ступеней. То есть человек проходит 7 ступеней, он отработал сефироты, построил цилиндр, выстроил, проработал с этой энергией, после этого у него есть котел воджарный, и после этого можно эту энергию запустить в человеке, взять его энергию кундалини, поднять в общем, все сделать как нужно. Если человек запустился, в этот момент он получает эту энергию, становится совершенно другим человеком, на 100%. Вообще, другая жизнь, счастье, радость, успех, популярность, признание, хороший ум и так далее. И тут связано все с тем, как он отработал. То есть есть такие люди, которым я запускаю, ничего не запускается. После этого пырк, и говорю: все, у вас все запустилось, идите. И после этого у человека ничего не происходит. Почему? Есть такие люди, которые, из первой ступени смотрели 7-й день, потом решили просмотреть 5-ю ступень 6 дней, потом закончили на 7-й и решили, что они закончили школу. Так не бывает. В эзотерике обмана нет. Там или запускается, или не запускается. Пожалуйста, о картах скажите. Да, в действительности карты уже почти подготовлены. Но я хочу вам сказать, они необычные. Они настолько сильно меня мучают, если бы кто-то знал. Ряд из этих карт уже были мной, я уже даже в них разочаровывался, потом вновь влюблялся, потом еще что-то там происходило, понимаете. Ряд карт было заменено, и я, скорее всего, еще должен с ними поработать. На самом деле эти карты, вот они передо мной, они пока вот в таком виде, видите, на них какие-то рисунки, какие-то надписи. Они уже сделаны, эти карты, они достаточно хорошо работают. Я понимаю, как они работают, наконец-то. И чуть-чуть осталось их доделать. Они необычные, это как общение с энергией какой-то, знаете. К ним тяжело привыкать, с этими картами достаточно тяжело работать. Они очень часто разочаровывают каким-то образом, потому что отвечают правду, которая тебе неприятна. Потому что хотелось бы, чтобы они показывали то, что тебе хочется, а когда тебе показывают, что будет нехорошо. У меня было так, когда ехал в Черногорию, когда ехал в Будапешт.
Решили ехать в Будапешт, Соня говорит, давай на картах погадаем. Выложил первую карту, заболеешь. Вторую карту, там проблема кишечника, так далее, и так далее. Третья карта тоже какая-то, ничего не понравится. После этого говорю, она говорит, ну как мы съездим, как мы съездим? Говорю, ну хорошо съездим, убрал эти карты. После этого приехал на второй день, отравился чем-то, и после этого 3 дня пролежал плашмя. На этом мой курорт в Венгрии закончился. Ах. Скажите, пожалуйста, а что интересного в книге «Введение в эзотерику школы», книга 2? На сайте, к сожалению, нет описания, что внутри ее. Это 2-я ступень нашей школы, только раньше написано. У нас были разные ступени. 2-я ступень школы Кайлас, она была... Школа Кайлас возникла 8 лет назад. То есть это 2018 минус 8 лет назад, ну грубо 2011 год. В 2011 году была 1-я ступень, потом 2-я ступень. Потом она видоизменилась спустя 1,5 года. Потом она видоизменилась спустя еще 2 года. Потом видоизменилась спустя еще год. Потом видоизменилась еще раз. Таким образом, между 1-й ступенью, которая была 8 лет назад, и той 1-й ступенью, которая сейчас, нету ничего совпадающего. То есть это абсолютно 2 разных инфопродукта. Но в ходе того, что информация достаточно интересная, информация достаточно, наверное, такая вдохновляющая, может быть, а также жаль потраченного труда, я решил из тех прошлых ступеней сделать введение в эзотерику. Не проводить же 14 ступеней, не проводить же их 30 ступеней, правильно? Поэтому я решил создать книги из них. То есть я сделал 1-ю ступень в виде книги «Введение в эзотерику» 1-й ступени, как 1-я ступень 2013, по-моему, года, там 2-ю и 3-ю ступень 2014, соответственно, тоже, по-моему, 2014 года. Таким образом, можно сказать, что «Введение в эзотерику» 3-я часть, это будет совершенно отличающаяся от 3-й нынешней ступени информация, поэтому можно для себя покупать эти книги, они действительно очень интересные и необычные. Не ответил на вопрос, когда же карты будут готовы. Я думаю, что эти карты запущу к сентябрю. Карты будут готовы к сентябрю. А у меня однажды после Сангая пришел сын, хоть ничего и не знает, было видно, что ему хочется не уходить, а дальше поговорить. Ну да. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, когда получим посвящение 1-й ступени? Сегодня. А что интересного ответил? Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, если должник со скандалом отдает деньги, это не отобьет деньги у меня? Что нужно делать для того, чтобы человек отдавал деньги? Я могу вас научить. Когда вы отдаете деньги, представляйте себя, как будто вы очень сияющий человек, сияющий исключительно солнечной энергией. Если представить, будто вы отдаете деньги и представляете себя солнечным человеком, то этот человек, даже если хочет вас кидануть, деньги вам вернет. Если вы не представляли себя такой солнечной энергией, то тогда, возможно, того, что вас обманут, есть. Скажите, это было полезным? Вот попробуйте это когда-нибудь применить. Как это работает? Приходите на 2-ю ступень. Я на этой 2-й ступени буду давать практики, которые называются «Совитурные энергии общения, совитурное общение с Богом». И я буду объяснять, как это все работает. Очень хочу ваши карты. Да, они скоро будут. Майя Ангелус. Майя приехала на 2 дня на морской курс. Просто так. Приехала и говорит, вы Андрей Андреевич, да. Скажите, пожалуйста, я нашла посвящение 1-й и 2-й ступени в записи. Прошла оба, закончила обе ступени. Нужно ли получить посвящение онлайн? Или этого уже достаточно? Изменения чувствую колоссальное. Не нужно. После рождения 1-й ступени неожиданно для себя я стала изучать карты Таро. Спасибо. Пожалуйста. Сколько будет стоить карты? Не могу сказать. Если должник отдает деньги со скандалом, ответил. Как выбрать золотой талисман школы Кайлас? Нравятся все. Те, которые круглые талисманы, они изменяют сознание. Те, которые квадратные талисманы, они изменяют физическое тело, а также делают все для того, чтобы обрести совместное проживание, совместную семью. Там есть такой с семерками, такие 3 семерки. Это вы очень становитесь привлекательными, и вот эти семерки делают вас молодыми. Также там символ такой, как циркуль и омега. Циркуль и омега. Это
выйти замуж за невероятно богатого человека, допустим, или создать семью, которая будет очень успешная, или это стать человеком, который будет вот потрясающе популярным. То есть это все, что связано вот с объединением. Или у вас есть там ряд разбросанных компаний, если квадратный талисман одеть, то он будет, объединит все вокруг себя. Треугольный, все, что связано с любовью, это треугольный талисман. Это через любовь идут и деньги. Помните, я говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги. Так они работают. Поэтому, когда талисман на деньги круглый, то изменится что-то в голове и начнете хорошо зарабатывать. Возможно, там мысли начнут как-то по-другому работать. Начнете носить квадратный талисман, объедините то, что уже давно хотели закрыть. Как-то, знаете, там детей объедините между собой. Род ваш станет там очень хорошо чувствовать себя и так далее. Андрей Андреевич, здравствуйте. Скажите по-честному, вы, будучи простым, как мы, человеком, начали бы учебу в школе Кайлас? Я ученица 3-й ступени, ну не дура по образованию, но это нельзя изучить без учителя рядом, теоретически. Да, практически правильно, не имея энергии изначально, это же очень-очень непросто и, возможно, не без последствий. Спасибо, Валентина. Я немножечко не понял, о чем вы спрашиваете. Будучи простым, как мы, человеком, начали бы учебу в школе Кайлас. Это прямо трагедия моей жизни. Я вам хочу сказать о ней. Конечно же, она такая высосанная, как у Грибоедова из пальца и похожа на горе от ума. Но если бы в моей жизни до тех совершенных мной ошибок появилась бы школа Кайлас, да столько бы можно было бы всего изменить. Знаете, к этому всему не пришлось бы так доковыривать. Но я знаю, что так не бывает, понимаете. Моим учителем было мое сознание, знаете, и вот то, что так произошло, и вот появилась школа, ну, я не знаю, что со мной должно было произойти, знаете, так нужно было в жизни удариться. Ой, столько всего было. Знаете, есть такой даже анекдот, говорит, да, мне ее жалко, плачу, но булочки все равно съедаю, да. То есть это есть такой анекдот. Поэтому там пришел к сироте, она рассказывает о свою тяжелую жизнь, а я плачу, но булочки все равно доедаю, понимаете. То есть это такая особенность нашей жизни. Конечно же, за свою жизнь тяжелую, у кого-то еще тяжелее. Я понимаю, что, наверное, времена были такие, там, когда стога огромные слились в окопы длинные, не грела тело греечка. Что было за моей спиной? Вообще все, что можно придумать, все было. Вообще, все, что можно. Есть такой фильм, когда мужчина старый рассказывает, у него получается такая красивая история, как он все взрывает, знаете, вокруг себя. Вот он взрывает, с ним Берия знакомится, потом взрывает, он там в лагерях, оказывается, взрывает, еще что-то. Все в моей жизни было. В моей жизни было нахождение в СИЗО, в моей же 1,5 года, потом 8 месяцев. В моей жизни были проблемы, которые были связаны с бандитами. В моей жизни были такие стороны, когда я сам был чуть ли не бандитом. В моей жизни было, когда я зарабатывал миллионы в день. В моей жизни были такие времена, когда я терял миллионы и за мной бегали, чтобы отобрать последнее. То есть это была такая жизнь непростая, наверное, и знаете, но одно качество, которое у меня есть, и за которое я бил отец, очень напрасно. Он меня все время бил, потому что я все время смеялся. То есть он меня бил и говорил, смех без причины – признак дурачины. Признак дурачины в школе сделал так, что я школу закончил хорошо. И поступил там хорошо, и учился хорошо, знаете, и везде все было хорошо. Почему? Вы знаете, это какая-то особенность такая. Я в этом году встречал свою маму, и я понял, моя мама тоже победитель, вы знаете. Она очень-очень сильный человек. Это целиком женские гены во мне. Вы представляете? Это про них говорят, о том, что они в горящую избу войдут, слона на скаку остановят, и хобот ему оторвут. Это вот о них, да, вот эти гены каким-то образом передались. Вот она по жизни такой борец, победитель, знаете, и всегда хочет идти вперед. И я, несмотря ни на что, извиняюсь за слова, кровью какать буду, но все равно буду переть там, как задумал, и все, и сдвинуть меня невозможно. Для меня, вот я ехал с 2 таксистами, они везли мою семью, и я говорю, ну что, вы хотите или не хотите? Они молчат.
Я говорю, так я не услышал ответа вообще. Он говорит, ну как вы хотите. А я говорю, так я все понял, будет как я скажу. Я же теперь уже все понял. Почему? Потому что они не могут принимать решения. То есть эти два мужчины, они совершенно не умеют принимать решения. Я им говорю, принимайте решения, учитесь принимать решения в жизни. Вы хоть чего-то будете достойны. Что это такое? Как ты хочешь, так и будешь. Ты же фактически признался мне в том, что я могу с тобой сделать все, что угодно, раз ты подчиняйся. Нужно быть тем человеком, который умеет ставить задачи, который что-то желает и который чего-то в жизни хочет. Я хочу всегда еще чего-то большего. Почему? В моей жизни был плохой опыт, когда я все имел и уже ничего не хотелось. Чуть не умер. На сегодняшний день я всегда хочу еще чуть-чуть. Тот момент, когда придет смерть с косой и скажет, ну что, твое последнее слово. Я ей скажу, сколько я могу еще пожить? Она скажет, ну не больше часа. Вот это мое последнее желание. Давай час и еще час. Почему? Просто пожить. Даже пусть все болит, и пусть будет как не будет плохо, все равно хочу еще пожить. Знаете, и хочу пожить, и хочу полюбить, и хочу поесть, даже хочу повыпивать, но уже не лезет. И знаете, и хочу поспать, и хочу и почитать, и хочу попутешествовать, и хочу просто полежать, и хочу в обед поспать, и хочу книги написать, и хочу вообще ничем не заниматься, и просто лежать. И всего этого хочу. Почему? Просто хочется пожить. Просто хочется пожить. Плохо или хорошо, все равно. В съемной квартире или в своей, все равно. Еще хотя бы чуть-чуть. Вот. Когда будет совсем плохо и не будет ничего хотеться, то я смогу сказать себе, жизнь моя была удовлетворительной, все получилось, что я хотел, теперь я готов. Вы знаете, я считаю, что человек обязательно должен хотеть чуть-чуть еще. Потому что когда хочешь чуть-чуть еще, то хочется жить. Почему я считаю, что энергия человека связана с тем, что он накопил и уже ничего не хочет? Вы понимаете, человека устроили как творца. То есть творец, он все время дает. Он дает, дает, дает. Но творец ничего ни у кого не берет. Вы же не можете Богу ничего предложить. Почему? Ему ничего не надо. Но он же дает, конечно, дает. Завтрашний день, питание, там еще что-то. Поэтому Бог дает, а человек не дает. Тогда, если ты хочешь быть ближе к Богу, ты тоже должен научиться давать. Но вы понимаете, Бог дает и все принимают. А человек должен так давать, чтобы это было кому-то нужным. А жизнь так устроена, что вот утром проснулся, и что бы ты ни сделал, никому не надо. Это ж какой нужно быть какашкой, чтобы проснуться утром, и что бы ты ни сделал для кого-то, никому не нужно. Ни себе, ни окружающим, никому. Это кто ж так забивает людей, затуркивает, что ничего не нужно? Жизнь так устроена, что нужно вставать и хотеть для себя, для семьи, еще для кого-то. Хотя бы для себя. Уже пусть даже так будет. Хоть для себя. Что нужно делать для себя? Хотя бы себе что-нибудь там. Поэтому долги и возникают, что человек говорит, вот больше ничего не хочу. Займи деньги, пусть начнут за тобой гоняться, тогда у тебя будет стимул какой-то жить, там, заработать деньги, чтобы отдать счастье, понимаете? В странах, в которых есть неприятности, люди живут более счастливо. Серьезно вам говорю. Страны в Америке, они же не живут счастливыми людьми. Они плавно переходят в режим «я ожиреваю», во-первых. Во-вторых, режим «мне ничего совершенно не хочется». И после этого у человека не возникает никаких проблем. Огромное спасибо правительству американских Соединенных Штатов Америки, что они придумали кредиты. Почему? Люди набрались кредитов, у них начали все забирать, неприятности появились, они хоть зашевелились, понимаете? И большое спасибо нашим странам, что они придумали кредиты. У людей режимы изменяются, жизни они начинают страдать, начинают быстрее шевелиться. Ну а как же по-другому заставить человека зарабатывать деньги? Нужно заставить его шевелиться. А кто проигрывает? Тот, кто ничего не предпринимает. Сейчас договорюсь еще, знаете. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как уберечься от состояния, будто поймал Бога за бороду в процессе духовного роста? Представьте, будто взяли, допустим, человека и покрасили его целиком золотой краской. Но покрасили так, что покрыли его золотом, но покрыли его таким образом, что глаз не видно, носа не видно, а просто вот как большой круглый такой божок золотой.
Вы подошли к такому башку или подошли к зеркалу и смотрите в зеркало. И смотрите такое большое количество золота. Вот то, что вы видите в отражении в зеркале, вот это большое золотое, есть Бог в вас. Это и есть Бог в вас. Это и есть Бог в вас. Как определить, где Бог, а где человеческое? Очень несложно. Хотите, очень быстро научу. Определить, где божественное, где человеческое, нужно таким образом. Нужно обратить внимание на тонкое. Нужно обратить внимание на тонкое. Вот смотрите, допустим, люди кричат, они нервничают, между ними агрессивная энергия. А когда, допустим, ребенок родился, и ты смотришь на этого ребенка, то у тебя начинает излучаться тонкая вибрация нежности, тонкая вибрация каких-то чувств. Она тонкая. Вот это тонкое, это божественное. А когда идет агрессивное, импульсивное, это не божественное, это человеческое. Поэтому, если вы хотите, вот знаете, как между, допустим, матерью и дочерью, там поругались, там нервные и так далее, а потом они успокаиваются и начинают друг друга возвращаться, как бы любить друг друга. И это происходит на фоне вот этой божественной, тонкой энергии, которая всех нас объединяет. Нас объединяет вот эта Божья тонкость, знаете, она незаметна. Люди пытаются ее перекричать, показать, какие они значительные, как руководители СНГА, которые сейчас проводят СНГА, всевозможные наши руководители. То есть там мы, ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, я что там, Андрей, я сейчас как сделаю, и так далее. Ну, конечно, только нужно 8 лет попринимать, чтобы такие заявления делать. И потом уже садиться здесь и делать то же самое. Конечно же, это не обвинение, это просто такая радость в моих глазах, знаете. Конечно же, вот эта тонкость, она очень заметна. Почему ко мне приходят люди? Почему люди хотят общаться? Почему этот мир существует? Вы со временем поймете то, о чем я говорю. Когда вы начнете видеть тонкость, вы начнете видеть в других людях вот эту тонкую вибрацию. В ком много этой тонкости, тот божественный человек. Божественный-духовный, духовный-добрый, добрый-, который не обманет, не украдет и не убьет. А если даже украдет или обманет, то будет сильно страдать до конца жизни. Понимаете, есть еще такой тип людей. Вы же понимаете, борьба добра и зла, она существует, она все равно будет вечной, и, скорее всего, добро победит. Почему? Ну вот из-за этого и школы такие открываются, как мои. Наверное. Вы рассказывали, как встречались с министрами-политиками. Ну и что? Несмотря на их религию, они все же людей обкрадывают, а их в ответ постоянно хают. Они восхищаются тем, что они воруют у народа, и из-за этого у них все хорошо. Такие люди, которые обкрадывают людей. Во-первых, в этих всех словах объединение тех людей, которые обкрадывают, в один элемент. Я хочу вам сказать, что в действительности это не совсем так, как вам кажется. Первое. Второе. Те люди, которые попадают в политику, это люди, которые обычно приходят из бизнеса, и у них есть своя задача, допустим. Одна из моих задач, допустим, продавать БАДы. Я заработал на этом большие деньги, и после этого решил эти деньги увеличить. Я должен стать народным депутатом Украины, то есть купить себе должность, вложить деньги в предвыборную кампанию. Зачем? Заплатить деньги, чтобы закрыли все остальные компании, которые производят точно такой же товар, а покупали только мое. Ну, грубо я говорю, да. Скажите, я смогу, это моя задача, то есть это моя бизнес-задача, правильно? Или кто-то не хочет становиться народным депутатом, нашел другого народного депутата, предложил этому человеку деньги, чтобы он лоббировал интересы. Тогда всем остальным политикам заплатили деньги, чтобы эти люди приняли закон, тот, который мне нужен. Правильно? Тогда скажите, мне как бизнесмену, который начал работать, у меня были элементы, когда я переходил через себя. То есть мне было страшно кому-то в магазине предложить продукцию. Я переступал через себя? Переступал. Когда мне было страшно с кем-то общаться, я общался. Когда мне нужно было что-то предпринимать, я лежал, искал повод для того, чтобы в Ютубе посмотреть видео, или искал повод для того, чтобы напиться. Я же работал.
Просто там еще одна фишка есть такая. Мне можно как бы сказать, Андрей Андреевич, понимаете, но ведь большинство из этих людей это хапуги, которые каким-то образом там забрали или еще что-то сделали. В Советском Союзе так была организована сама система. В Советском Союзе придумали систему, которая называлась социологическая или социальная идея. То есть идея вдохновляла людей, заставляла их работать бесплатно. То есть социальная идея Советского Союза говорила, что самое важное – это строить коммунизм новыми бригадами и успехами в труде, чтобы успехами в труде партию порадовать и так далее. Понимаете? То есть люди хотели за социальную идею работать бесплатно. Это был высший пилотаж эксплуатации человека за бесплатно. То есть искали возможность как можно бесплатнее, а все остальное это было вертикаль бесплатной власти. То есть возьми чуть-чуть, все остальное отдай социуму. Возьми чуть-чуть, все остальное отдай социуму. Плохо или хорошо? Как бы для глобализации именно Советский Союз сделал электрификацию. То есть я сомневаюсь, что сейчас бы наши электросети Советского Союза, которые были проведены в Советском Союзе, могли бы возникнуть на фоне нашего государства. Сейчас сети исчезли, и после этого нужно было бы деньги за это заплатить. Я сомневаюсь, что такая сильная страна, как Украина, смогла бы провести такие сети, чтобы они были в каждой деревне, подведены к каждому дому и так далее, и так далее. Понимаете? А Советский Союз смог. Почему? Он эксплуатировал людей, но он делал это для будущих, как бы социальную задачу. В Советском Союзе все получали очень маленькие заработные платы. Даже директора завода имели фиксированные 1500 рублей, 3000 покупали, 3000 получали просто какие-то там гениальные уже ученые, которые работали там в закрытых городах, и к сожалению, у многих даже некуда было эти деньги потратить, потому что даже ограничение было в покупках, как бы весь мир стоял на том, что все равны. Весь мир стоял на том, что все равны. Потом вдруг произошла перестройка, и после этого произошла революция, ее так называю. И вдруг все люди сказали, заводы можно разделить, это паи, и давайте мы теперь выкупим. Так а кто мог выкупить, если ни у кого денег не было? Анастасия. Кто мог выкупить, если денег не было? Выкупили те, у кого был. Вы слышали когда-нибудь о воровских кассах? То есть те люди, у кого была воровская касса, они и выкупили, правильно? Тогда общаки выкупили. Из-за этого с того времени язык изменился, вы просто этого не услышали. А он изменился. Сейчас очень популярно. Человек напивается, это круто. Почему? У человека нету семьи, он там шнягается, разговаривает по фене и так далее. Это модно. Можно не работать, можно там у кого-нибудь отжать, это престижно. Почему? Потому что когда вверхи поднялись не интеллигенция, а вверхи поднялись те люди, которые, извиняюсь, в сортирах мочат, знаете, как сказал один из очень знаменитых людей. А когда начали в сортирах мочить, знаете, то тогда... Кто же то у власти человек, который в сортирах мочит? Понимаете, кто они, эти люди, которые там запросто могут отжать, обмануть и так далее. Но это самая настоящая та власть, которая была всегда против власти. Почему они поменяли в какой-то момент милицию, допустим, как это произошло в Украине? Для того, чтобы уничтожить старые дела. Потому что если бы новая, не дай бог, революция свершилась, они бы вскрыли эти дела и после этого конфисковали бы, а их там посадили. Тогда замени полицию, сожги дела и все. Тогда получается шито-крыто. А что мы получили? Мы из социального строя одного получили прямо самую настоящую власть. И эта власть... Эта власть так устроена. Она работает по принципу такому, когда высшая управленческая власть, она настроена на то, чтобы забирать, а не зарабатывать, то придумать идеи, как можно зарабатывать, у них не возникнет. Вот смотрите, почему ребенок ворует деньги? Он ворует деньги, потому что он не умеет их зарабатывать. Потому что человек всегда выбирает два пути. Либо научиться или пройти обучающие курсы, как зарабатывать, потребности. Вот смотрите, образец такой. У меня есть потребность. Я хочу начать эти потребности утолять. То есть мне нужно там своего ребенка кормить. Но у меня есть два варианта. Мне надо обучиться.
научиться шитью и после этого шить и продавать, либо я должен научиться воровать, и мне нужен учитель либо для шитья, либо для воровства. Тогда я выбираю для себя, это как бы такой путь двойной. Первый путь – это путь, когда человек обучается быть вором, и для него зарабатывать является элементом его ремесла. Точно так же в мире есть ремесло, как ремесло заработать на том, чтобы что-нибудь произвести, есть точно такое же ремесло, и Бог создал все в гармонии. Это ремесло отобрать. Ремесло отобрать тоже обучает, как и ремесло зарабатывать. И люди просто в какой-то момент, они делятся. Есть такие люди, которые обучаются ремеслу своровать, а есть люди, которые делятся ремеслу зарабатывать. И люди, которые сейчас являются руководителем исполнительной власти, там есть среди них и из одного ремесла, и из другого. То есть среди них есть люди, которые и умеют зарабатывать, и хотят, и делают. Но есть и такие, которые умеют только своровать. Понятно? И поверьте мне, это только верхняя часть всего айсберга. Потому что если говорить о нижних частях, у вас волосы бы шевелились. Потому что я бы вплел туда и грузинов, и болгар, и евреев, и армян. И религию, и еще непонятно что. И поверьте, мир тот, который мы видим, это даже не мозаика. Это три цвета. Зеленый, светло-зеленый и темно-зеленый. А всех остальных цветов мы даже и не видим. Почему? Все накрыто колпаком. Это самый наивысший эгрегор денежный, где люди страдают из-за того, что они попадают в эгрегор пирамиды зеленых денег. То есть пирамиды. А что нужно сделать? Как этот эгрегор работает? Чем больше люди будут страдать по поводу денег, тем они сильнее будут попадать во власть этого эгрегора. Понятно? Тем они сильнее. Так что ж теперь, отдать деньги? Нет, не страдать. Как не страдать, если они не нужны? Если они нужны? Замкнутый круг. Понимаете? Замкнутый круг. А что обозначает глаз? Смотрите, я родился, я умер. Если соединить, это отрезок моей жизни. Если соединить начало и конец, что получится? Глаз. Получится глаз. Поэтому это эгрегор, который улавливает жизни. И человек свою жизнь отдает на то, чтобы служить или страдать из-за того, что у него деньги. Есть деньги, страдает, нет денег, страдает. Все, ты в пирамиде эгрегора денег. Понятно? А он с тебя эти... А что он забирает? Жизнь твою. Он забирает жизнь. Чем сильнее человек страдает по поводу того, что у него секса нет, тем сильнее он страдает. Чем больше он, тем быстрее он умирает. Чем сильнее и мощнее эгрегор, тем быстрее ты теряешь жизнь. Почему? Мы в своей жизни платим своей молодостью. Вы представляете? Вы переживаете, у вас нет денег, минус 10 лет. Вы переживаете, у вас нет любимого человека, минус 10 лет. Вы переживаете еще чего-то, минус. Вы за все платите частями своей жизни. Это наша выплата получается. Какая тема завтрашнего СНГ? Я хочу провести с вами практики, которые, я их называю практиками-вкладышами. Что это такое? Это новое в нашей школе, такое очень интересное. Это система, когда я могу вложить вам в каждую чакру вкладыш радости. Представляете, чтобы вы жили уже с настроем, будучи радостным человеком. И вы в понедельник будете вставать и будете где-то будет состояние радости. Дальше состояние внутреннего тепла. То есть к вам хорошо относятся, плохо относятся, а внутреннего тепла нет. Вот я хочу завтра на СНГ вложить в ваши чакры внутреннее тепло. И начнется там желание сбывается, еще что-то сбывается. То есть я сделаю так, чтобы в вас вложить вкладыши. Это вкладыш солнца, которое делает солнечным человека. Это вкладыш огня, который делает человека теплым. Это вкладыш радости, который делает человека счастливым и богатым. Вот я буду в вас вкладывать вкладыши. Не было такого никогда? Ну так, видите. Почему? Это такая особенность. Ваш магазин мне прислал в подарок календарь 2018 с символами. Подскажите, можно ими пользоваться? Ставите и смотрите. Как повлиять существенно эзотерически, чтобы быстрее вынесли решение в мою пользу? Сейчас есть новая первая ступень, и там есть такой код. Этот код дода, а на выдохе хи, дода хи, дода хи, дода хи, и при этом делайте это утром, в обед и вечером по 108 раз на вдохе и на выдохе. Тогда суд будет в вашу сторону, вы 100% выиграете. Прошла вашу первую ступень на канале YouTube.
Готовлюсь проходить онлайн вторую. Пока не могу самостоятельно справиться с алкоголизмом сына. Ему 32 года. Не имеет желания иметь семью. Это очень негативно на меня влияет. Ничего не могу с этим поделать. Только настроюсь на позитив, стараюсь, и опять спад. Можете вы ли нам помочь? Напишите личное письмо, я напишу, что нужно делать. Скажите, бусы, браслеты, кольца с натуральными камнями и природными минералами влияют на человека или могут быть талисманами? Нужен ли подбирать по знаку зодиака? Человеку полезны следующие камни. Человеку полезны камни желтого цвета. Это сердолик, это раухтопаз, это... Янтарь. Почему? Это делает человека теплым и ближе к Богу. Белые камни. В случае, если человек носит белые камни, там, циркон, бриллиант, то самое яркое качество, которое есть у человека, это яркое качество будет умножено во много раз. То есть, если человек злой, и это его беспокоит, негативное качество, и он наденет бриллиант, то тогда он будет злым во много раз сильнее. Зеленое. Вообще все остальные камни, это камни, которые, по идее, не особо дают человеку хорошую энергию. Камни, как и море, как и небо, высасывают энергию из человека. Высасывают. Они забирают энергию у человека. Ну, если у вас переизбыток ума, не можете заснуть в голове, можно... Изумруд приложить. Изумруд – камень ума. Рубин – камень сердца. Этот сапфир, еле вспомнил. Сапфир, аквамарин – это камень вечной жизни или камень молодости. Поэтому синий камень увеличивает жизнь и здоровье, красные камни увеличивают человеку чувственные элементы. Но если вы истерик, если у вас истерия постоянно, если вы не можете подолгу успокоиться, то тогда вам точно не нужны красные камни на себе. В случае, если вы не можете спать по ночам, в вашей голове миллион мыслей, то какие изумрудные сережки? Зачем они там нужны? Чтобы вообще свихнуться потом. Тогда какие нужны? Янтарики нужны на уши, чтобы успокоило. Почему? Янтарь – это дерево, только окаменевшее. Одеваешь дерево и сам как дерево. Сидишь, тебе только водичка вдохновляет и больше ничего. При этом из-за того, что этот камень желтого цвета, я вообще считаю, что янтарь является одним из самых эзотерических камней. Почему? Он печень лечит, он человека настраивает на тепло. Если носить янтарь, к тебе лучше относится. Но янтарь должен быть, чем больше, тем он теплее. Если женщина не может выйти замуж, янтарь нужно носить. При этом, если женщина молодая, более белых цветов. Если очень взрослая, более темных цветов. Таких. Теплые цвета должны быть, теплые. Такое эзотерическое направление. Ауросома. Что вы можете сказать об этом? Давайте посмотрим. Есть великий бог Гуглы. Он может сказать ауросома. Итак, я так понял, что ауросома – это хайп. Ауросома – это таро, да, я так понял? Ауросома – таро. Птица в полете, мгновенные общения. Это такие расклады. Отлично, я хорошо отношусь к раскладам. Ауросома, не вмешивающая, основанная на самостоятельном выборе духовная система. Она говорит о росте сознания, о привнесении баланса, покоя, понимания на все уровни тела, разума и чувств. Это средство, помогающее двигаться к позитивному бытию и личностному росту. Ну что ж такое? Само понятие ауросома означает аура – свет, сома – тело по-гречески, или существо по-арамейски, или жизненную энергию. Можно сказать, означает световое тело. Мы проходили уже световые тела. Работать с ауросомой значит развивать наше световое тело. Светотерапия. Ауросома, сюда входят квинтэссенции, эквилибриумы, помандеры, цветовые эссенции, архангеловые эссенции, цветовая косметика. Ой, боже ж, это, ой, что вы говорите, это ж надо мне срочно выпускать ауросомы. Спасибо. Теперь мы будем тоже создавать ауросомы. А я хотел завтра выйти на работу и сделать специальные афродизиаки. У меня есть специальные масла, они натуральные, они
ну, настолько вдохновляет мужчину, если рядом женщина намазана этим. То есть мужчина стоит и прямо обожает свою женщину. У меня Соня как намажется, я хожу как котик рядышком. Да, Соня? А, нету ее, да? Хожу как котик, говорю, ну что ж такое? Она говорит, вот этим маселком помазалась я твоим. И после этого говорю вам, это так вкусно, при этом будет по возрасту, то есть там 18-25, там 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65-75 в маленьком ограниченном количестве. Почему? Не надо часто. Организму вредит. С чем связано плохое самочувствие на солнце? Когда человеку плохо на солнце, это говорит о том, что у него плохо работает щитовидная железа и печень. Поэтому, если вам плохо на солнце, вам нужно убрать сахар, а также увеличить принятие йод-содержащих продуктов питания. Ну и зачем выходить на солнце? Зачем вам это солнце? Что оно вам далось? Слушайте, вышли на солнце, быстро позагорали и заходите. Солнце – это нагрузка для человека. Если человек на протяжении 1 года бывает на солнце только 10 дней подряд, вы должны знать, это шок. Это шок для человека. Не нужно подолгу загорать, а старайтесь делать это мелко, порционно, по чуть-чуть и аккуратно. Я могу сказать вам, что от загорания ваше самочувствие не улучшится, от загорания человек может даже ухудшить самочувствие, от загорания не бывает иммунитета, вот от купания в море может быть. От купания может быть. Поэтому, если хотите покупаться или позагорать, то покупаться в море гораздо лучше. А если вы возле бассейна загораете и в бассейне купаетесь, то вообще ничего не нужно. Тогда зачем вы туда поехали? Тогда лучше на море сходить, там пару раз окунуться и пойти в номер спать. Тогда там солнце особо не нужно. У нас люди, знаете, они любят фиолетовый загар, фиолетовый. Ходишь на море, да, и там фиолетовые люди такие, ожоги фиолетового цвета. Аж страшно. В левой руке бутылка пива. Я вообще в шоке. В левой руке бутылка пива, голый торс в ресторане, да. С криком «Где здесь Лена?» Покупают самую дешевую еду. Как люди могут плохо пахнуть? Это ужасно. Как же люди могут плохо пахнуть? Я только с моря приехал, там в магазине стоял в очереди, и человек зашел с моря. Боже мой, мне ему прямо хотелось сказать, ну что не мог в море искупаться, ну что ж ты так воняешь? Пивом, потом, я не знаю еще чем. Ну ты же на море загораешь, ну зачем так вонять? Ну это ж вообще... И мужчины, и женщины, ну как так можно? Если человек воняет, он не любит окружающих людей, либо у него порча. Убирается любым антипреспирантом. О. Прошла семинар ясновидения, практиковала неделю, а потом все приостановилось и как-то не тянет заниматься. Скажите, пожалуйста, почему так может быть? Так у вас не хватает психической энергии. Чтобы запустить пси-энергию в голове, нужна сумасшедшая психическая энергия. Как вы вообще могли 2 недели заниматься и не упасть туда, как-то плашмя не лежать? Человек должен развивать у себя психическую энергию. Что это даст? В случае, если у человека очень развита психическая энергия, он достигает следующих состояний. Не болеешь, плохого состояния не бывает, везение абсолютное. То есть, если есть где-то потерянное что-то, оно твое. Если тебе что-то надо, то это будет твоим 100%. Одно только желание исполняется сразу, не нужно ждать годами, месяцами и так далее. Это все абсолютно для тебя. При этом семейные отношения великолепные, дети не болеют, доход все время растет, переживания отсутствующие. Что вдохновляет? Все вдохновляет. То есть ты живешь с большой психической энергией. Это так... быть избыток? Избыток психической энергии может быть. Как он проявляется? В какой-то момент так смешно, что щекотно.
Серьезно, переизбыток проявляется так. В какой-то момент так внутренне смешно, что это приводит к состоянию прямо оргазмическому в определенном месте. Я это называю импульсами переизбытка психической энергии. То есть эти импульсы переизбытка где-то замыкают в теле. И может быть так же приятно в печени, как во время интимных отношений. Но если у кого-то там бывает состояние, что может быть гипотетически приятно, и вообще это хоть как-то знакомо. Ну, всякое бывает. Поэтому вот такое состояние появляется в определенном органе. В печени, может быть, в коленках, в глазах, это может быть еще где-то. Но в отличие от сексуальных отношений, где это мимолетно, и там может быть там 1-2 секунды, то в состояниях, когда замыкают такие энергии, может длиться там 30 минут, там 1,5 часа. При этом, ну, невозможно даже передать словами, невероятно приятные состояния. Но они, когда длительные, они сначала приятные, а потом, когда надоедают, становятся болезненными. Я так предполагаю, что это просто какие-то определенного образа электрические импульсы, которые находятся в человеке. Я думаю, что эти импульсы, они каким-то образом находятся или накапливаются в электролите крови, возможно, каким-то образом накапливаются в железах и так далее. Может ли человек каким-то образом работать над тем, чтобы психическую энергию на что-то тратить? Впервые во время проведения 2-й ступени в этом году я буду рассказывать, как человек может сделать добровольный выбор и потратить свою психическую энергию на омоложение, на похудение, или на деньги, или на сбывание там какой-то мечты. То есть у вас есть психическая энергия, у нас же магические сейчас ступени, то есть вы ее накопили до 2-й ступени, и теперь хотите ее реализовать. И после этого сможете ее реализовать на 2-й ступени. Я расскажу как. Очень-очень эффективно. Можно ли за 1 или 2 дня заметить омоложение? 100%, если выполнять то, что я буду говорить. Очень все просто работает. Вообще, одна из самых лучших 2-х ступеней за все года. Андрей Андреевич, подскажите, как на другого человека можно поставить защиту? А я разве не говорю это в новой 1-й ступени? Я же это все говорю. Ну, говорю же, да. Можно ли на освобождение брата жечь свечу? Освобождение откуда? Из мест лишения свободы, наверное, жечь свечу. Но я не понимаю. Можно как-то поконкретнее, что вы спрашиваете? Еще раз сказать вам спасибо за ваш бальзам Дуйко Изотон. Ой, спасибо. От сильнейшей ожоги. Да, хорошее средство. Андрей Андреевич, в каком семинаре есть описание работы с прибором вашим Савитуром? Вот этот прибор Савитур, который продается из серебра, это было на семинаре ясновидение 2-я часть. Нет? Эзотерическое целительство 3. Оно у нас есть уже в продаже, да? Эзотерическое целительство 3-я часть. Пожалуйста, расскажите про хрустальные шары. Зачем они вам? Хрустальные шары – это метод работы со своим сознанием. Так, если человек представляет хрустальный шар в голове, и после этого представляет, будто у него хрустальный шар в голове, и там он видит глаз, то вся его энергия в его энергетическом коконе становится разноцветной. К чему это приводит человека? Он получает то, что в буддизме называется разноцветное или лазурное, или по-другому радужное тело. То есть он изменяет свою судьбу в лучшую сторону. Там очень много есть всевозможных этих методов с этими шарами. Они обычным людям совершенно не нужны. Их продают, хотя только единицы, и то даже меньше, наверное, единиц могут использовать в ходе работы с собой вот такие хрустальные шары. Вообще инструментов очень много. Я сегодня даже могу о некоторых немножко рассказать. Вот, допустим, статуэтки. Статуэтка, где мальчик и где 2 мальчика держат ручки и держат чаши. Вот где поставить вот такую статуэтку, люди будут все время чувствовать состояние радости. Почему? Они руки подняли вверх. Видите? Почему они руки подняли вверх? Смотрите. Ура! Похоже? Ура! Ура! Похоже? Смотрите. Ура! Смотрите, у меня есть бизнес, да? Какая у меня конечная цель? Моя конечная цель в бизнесе заработать деньги. Да, я заработал деньги, ура, не заработал, плохо. Тогда, когда вот это стоит у меня на столе, где у меня руки вверх подняты, ура, какое счастье, то это автоматически делает мой бизнес прибыльным.
Представляете, почему? Это элемент ура, она радуется, и я вместе с ней. Получается, она радуется. А здесь вообще не только радуются, они еще и бокалы вверх подняли. Почему? Они молодцы. То есть они подняли, и они уже готовы отпраздновать. Видите, они подняли бокалы, и здесь они держат чаши, держат улиток, не улитки, а держат раковины. Это тоже своего рода ура, когда руки вверх подняли. То есть это на улучшение бизнеса. Почему 2? На удвоение в бизнесе людей. То есть это 1 плюс 1. То есть за каждым одним, который счастливый ушел, будет приходить другой, который будет хотеть получить счастье. Таким образом, вот если такое поставить двойное, то тогда у вас будет обязательно появляться материальное благополучие. Что делать? Поставили на работе, пришли на работу, зажгли палочку ароматическую. Какие еще бывают? Вот второй бывает. Мужчина, рядом с ним женщина, это Шива, я так предполагаю, так и есть. И рядом находится его жена Парвати. И они сидят, насколько я понимаю, на коровке. Видите, сзади коровка. Если девушка молодая и холостая, она очень хочет выйти замуж, то она должна вот такой вот талисманчик себе приобрести, но не носить его на себе, а просто его где-нибудь дома поставить вот так и рядом с ним просто зажигать ароматическую палочку. Зажгла ароматическую палочку и поклонилась. Тогда, если вы Парвати, то у вас появится ваш Шива, а если вы Шива, то у вас появится Парвати. Чем они интересны? Один и другой являются божествами, а также являются символистично теми существами, которые никогда не изменили друг другу, прожили друг для друга, прожили причем так, что там никто плохого слова в их сторону не сказал. То есть однозначно символ такой великолепной, хорошей, наверное, очень собранной семьи. Символ Трила или символ Шивалингам. Данный символ является уникальным. Если я работаю на работе, допустим, и не хочу, чтобы меня уволили, мне достаточно поставить этот символ, чтобы он у меня всегда стоял. И я, сколько этот символ будет здесь стоять, столько на этой работе и буду работать. Вы хотите, чтобы вас не увольняли, поставьте его куда-нибудь, и пусть он стоит. Тогда вас никогда не уволят. Или возле этого символа барабанчик хорошо было бы отсюда все-таки отломать. Ну, ничего страшного. Можно его просто рядышком зажигать палочку. По поводу палочек я могу сказать, что можно использовать. Смотрите, когда горит палочка, обычно люди возмущаются. Да? Есть вот такая туба, сюда ставится ароматическая палочка, зажигается, и когда идет дым, то никто не видит. Поэтому пахнуть будет, а откуда пахнет, неизвестно. Очень удобно, потому что в магазине обычно, если зажечь, то сразу находится кто-то, кто начинает ругаться. Кто зажег палочку, кто зажег палочку. А здесь будут забегать, кто зажег палочку? Палочку зажгли? Нет, фу, как они смогли. А это вы. Да. Сильно людей раздражают очень сильно палочки, потому что большинство палочек делается синтетическими отдушками. Хорошие с синтетическими хорошими отдушками, а плохие с плохими синтетическими отдушками. Таким образом, в случае, если вы хотите, чтобы палочки не раздражали, нужно покупать палочки натуральные. Из натуральных небольшое количество. Из натуральных палочки Royal. Суперхит не натуральные. Но они как бы пахнут хорошо, но там натуральные они наполовину, скорее всего. Я думаю, что вот Royal, они более натуральные. Royal производство Англии. Вот. Это такая штучка. Зажглось что-то? Что горит? Ничего не горит. А пусть горит, оно ничего не сгорит, там не переживай, оно металлическое. Эта краска там обгорает. Вот такой вот есть символ. На этом символе сзади нарисованы 10 знаков абсолютного богатства человека. Можно взять и дома сделать так, чтобы это богатство проникло в вашу семью. Каким образом? Просто постучать. Понятно. И все, у вас зажгли палочку, поставили, вот как нужно начинать работать в офисе, да, поставили палочку,
поставили рядышком этих чудаков вверх ручки, взяли эту штучку и постучали. И все. А поющая чаша нет. Ваш магазин подарок прислал. Зря они там всем рассылают. Можно ли сжечь образ заключения брата из сезона свече? Можно. А если завтра в записи буду смотреть, сработают вкладыши? Да. Скажите, если на фото видны плазмоиды и через экран фотоаппарата видно их хаотическое движение, можно от них избавиться? Или это могут быть какие-то сущности? Извините, если что-то не так сформулировала. Вам что, мешают жить эти существа? Человек, вот смотрите, я хожу по улице, и рядом со мной находятся другие люди. Они мне мешают, бегают. Мне что, их убить теперь надо? Если вы что-то увидели, и увидели где-то что-то темненькое бегает или еще, ну почему у человека сразу возникает желание, то, что я не вижу, или то, что я увидел, это плохое, убить? А почему же убить? Мухи летают, они же тоже люди, знаете, пусть живут. Там бегают какие-то, там ползают червячки, там у них своя работа, у человека своя работа. Ну, почему непременно надо убить? Где-то в людях взялось все убивать, знаете. Там плазмоиды через экран, может их убить, ну ты их создавала, что ты их собираешься убивать? Зачем это убивать? Это разве оно создано для того, чтобы ты это убивала? Зачем? Сущности, плазмоиды у других. Пусть другие убивают, раз это их плазмоиды. Тебя попросят, убей, не попросят, не убивай. Что это такое вообще? Все убить надо, все убить. Жестоко. Если вы что-то увидели, и это вам не мешает, и это вам не угрожает, вас не вселяется, ну и пусть себе там шевелится дальше. Что вы лезете? Можно ли сжечь? Можно, жгите там сколько хотите. Жгите, радуйтесь. Скажите, бусы, браслеты, кольца с натуральными камнями и природными минералами влияют на человека? И могут ли они быть талисманами? Сказал уже. Как повлиять существенно эзотерически, чтобы быстрее вынесли решение в твою пользу? Сказал уже. Расскажите, когда собираешь мелочь в коробку, и коробочка наберется полная, появится желание, что можно с мелочью сделать? Купить на нее что-то, обменять на крупные купюры. Нужно вот что сделать. Нужно сделать из вот этой мелочи вазу бумпа. То есть взять обыкновенную вазочку, такую красивую, вот они у нас сверху стоят, такие с крышечками. Можно взять вот такую вазочку и туда эту мелочь всю сложить. Сложить эту мелочь, сверху закрыть какой-нибудь крышечкой и сказать, это то, что сделало нас сейчас счастливым. И знать, что это талисман вашего счастья, талисман сбывшейся мечты. И это, когда закроется, станет артефактом вашей сбывшейся мечты. У человека есть особенность. Чем больше у человека вещей, которых нет ни у кого на свете, тем больше у человека шансов стать значительным или совершенно необычным человеком. Вот смотрите, большой, допустим, можно нарисовать себе картину, которой нет ни у кого. И назвать ее так, чтобы не было ни у кого. При этом, вот почему Сальвадор Дали в свое время стал знаменитым художником. Он рисовал нестандартно, не повторяя и не так, как все. То есть это однозначно было не повторением, однозначно было другой эпохой, однозначно было непонятным, а все остальные пробовали перерисовать. Там инсталляции Малевича. То есть Малевич сказал, что это не картина, картина одна, это всего лишь черный квадрат и так далее. А все остальное инсталляции. Инсталляции отличались названием от не инсталляций или от картин, тем не менее это было другим названием, и это тоже сделало этого человека владеющим большого количества артефактов. Как вы думаете, кто они, те великие коллекционеры, которые почему-то начинают коллекционировать предметы, которых осталось на Земле очень мало, или предметы, которых просто мало? Зачем им это? Чтобы ни у кого не было, конечно. Потому что если ты владеешь тем, чего нету ни у кого, то ты автоматически становишься не всеми.
А если ты автоматически не все, то тогда ты выходишь. А какие самые большие мотивы из эгрегора всех людей? Тогда что может заставить человека выйти, вот, допустим, из пирамиды денег, о которой мы говорили, или из пирамиды страдания там, от чего-либо еще? Какой-нибудь артефакт, который возникает у человека. Таким образом, если у вас есть такие артефакты, то эти артефакты могут помочь вам стать там, знаменитым человеком или богатым человеком. Вот почему там нашел кто-то перо и после этого воткнул в волосы. Почему? Потому что людей, которые носят в волосах перо, мало. После этого говорят, да, она какая-то сумасшедшая с пером в голове. Сумасшедшая не сумасшедшая, а денег зарабатывает больше, чем все остальные. Вот вам и сумасшедшая с пером на голове. Знаете, чудные люди, говорят. Смотришь на чудных людей, а потом оказывается, что все остальные не чудные, бедные, а она такая чудная, богатая. Ну и что ж такое, да? После этого, знаете, миром правят чудные, зато в мире страдают не чудные. Почему? Потому что весь мир устроен так, чтобы сделать из всех нормальных, таких, как все. Ну все, 8 часов, последний вопрос и заканчиваем. Можно ли слушать шумы для психической энергии? Будет ли этого достаточно для проведения со мной? Ой, что это тут все. Для проведения практик школы. Нет, 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 вообще, какие шумы? Психическая энергия возникает в тот момент, когда человек радуется, восхищается, удивляется. Где накапливается эта энергия? Впервые в этом году я дам специальный метод такой на второй ступени, который называется построение 12 гун, построение 12 гун вечной жизни и одной гуны вечной жизни. То есть как-то вот так. То есть я объясню, каким образом это делается, почему. Это грубо вот то веретено, о котором я когда-то рассказывал на методе исполнения желания. Просто я расскажу, как это веретено правильно построить. И мы будем потом, после второй ступени, намазывать пупок ментоловым каким-нибудь кремиком. И после этого через зубы вдыхать воздух, произносить слово «я-у-я». И после этого обретать психическую энергию. Это так смешно все кажется, но вы знаете, смешно, да не смешно, выглядит так. 1 неделя у человека, у которого гипертония, который работает с этой системой, и нет гипертонии. Еще 1 неделя, и сбоку жир, и нет сбоку жира. И после этого смеется тот, кто не намазал ментоловым бальзамом, да. Мне нравятся эзотерики, не эзотерики. Знаете, есть такой анекдот. Человек стоит и курит большую сигару перед домом, таким многоэтажным, в центре Нью-Йорка. К нему подходит журналист и говорит: мужчина, вам нравится дом? Он говорит: нравится. Как вы думаете, сколько он стоит? Он говорит: дом стоит $100 миллионов США. А он говорит: а сколько стоит ваша сигара? А моя сигара стоит приблизительно $50 США. Он говорит: а сколько лет вы курите? Он говорит: я курю, наверное, лет 30. А говорит: а что вы курите? Вот только эти сигары. А сколько в день сигар выкуриваете? 5. Он говорит, он взял калькулятор, подсчитал и говорит: я журналист, и я вот подсчитал. Если бы вы на каждую сигару экономили бы деньги и откладывали, то тогда смогли бы уже купить вот этот дом. Он поворачивается и говорит: молодой человек, а скажите, вы курите? Он говорит: нет, я к радости не курю. А вот вы представляете, а я вот и курю, и это дом мой. Мне нравятся эзотерики, знаете, мне нравятся не эзотерики, они все время там люди, которые там обыватели, вот они не проходят, ничего не понимают, о чем я говорю. Естественно, у них правда своя, рабы Божьи. Они очень часто, прямо часто, это действительно так происходит, они очень часто пишут: да, там лохотрон, секту собрал, там людей обманывает, сволочь, там главное деньги позабирать и все остальное. Там, да не верьте ему и все остальное. После этого смотришь на этого человека, там 50 лет человеку, семьи нет у него, там имущества нет. Беззубый, страшный, знаете. Женщины с ним жить не хотят, потому что там бесконечный анонизм присутствует. Там смотришь на этого человека, и он сплошное несчастье. Еще умудряется бурчать.
А я не бурчу, у меня все есть, понимаете? И после этого вот получается, как в этом анекдоте. А я и сигареты курю, и дом мой, знаете. А у него и сигареты не курит, и дом ему не принадлежит. Конечно же, мне нравятся люди, которые пишут там, да хватит, что это за ерунда. Я все время говорю, пусть хватит, пишет тот человек, у которого все есть. И который по-честному заработал. Вы знаете, без эзотерики по-честному заработать в тех условиях и в тех странах, в которых мы находимся, уже невозможно. Это уже невозможно. Почему? Здесь либо надо бандитом быть и зубы выбивать. Вы зря учились в институтах. Вам надо было либо на батюшках, либо на бокс. Понимаете? А вы зря высшее образование. Нужно было с пива начинать, переходить к наперсткам, знаете, потом на кокаин. То есть нужно было уже к 23 годам хотя бы 2 отсидки. Тогда были бы уже депутатами. А так шансов никаких. Или в милицию. А сейчас люди начинают работать, и у них невезуха. Посеяли, не выросло. Почему? Потому что, чтобы сеять и вырастить, нужно быть агрономом. А агрономом не будешь, потому что нужно обучаться. А уже тех агрономов, которые могли научиться, уже нет. А для того, чтобы в интернете работать, нужно обучаться. Чтобы быть агрономом, нужно обучаться. Для того, чтобы даже отель правильно построить, обучаться нужно. Для того, чтобы сдавать, тоже нужно знать. И там нужно много чего еще знать. И после этого, кто ж поможет обыкновенному-то человеку, среднему, статистическому? А если родился не умный, не красивый, если родился не бойкий, не наглый, зубы бить не умеешь, в боксе не прославился, если у тебя в 18 лет пузо выросло, понимаете, и шансов быть счастливым никаким, то тогда что может помочь? Бесконечное везение. Это единственное, что дает эзотерикам мгновенно. Понимаете? Все страдают. Все несчастные эзотерики улыбаются. Почему? Потому что, когда нужно будет выбрать билет, то выберет эзотерик. Почему? А им вечно везет. Вот, знаете, я сколько лет это слышу за своей спиной, если бы только кто-то знал. Ну, как вот у меня было когда-то знакомая, ее мама говорит, ну, как ему так все время везет? Ну, как? Вот ему же не надо уже. Зачем ему так все время везет? Ну, ему же не надо. Ну, вот мне ж надо, а мне не везет. Ну, вот как же ему так, вот смотри, везде ему везет. Я выхожу, говорю, здрасте, Алена. Она, здрасте. Я говорю, как дела? Она говорит, нормально. Но именно она в свое время говорила, говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, я эзотерикой занимаюсь, но никто не ходит. Она говорит, там уже лохов нет. Уже лохов нет, видите? Вот так. Мне нужно было делать по-другому. Я могу сказать, как мне нужно было начинать. Мне нужно было изучить только одну книжку. Она называлась там «Евангелие», причем все равно какую. И все, выбежал с глазами, знаете, я владею гипнозом. Выбежал с вытаращенными глазами. Аллилуйя, аллилуйя, Господь, аллилуйя. Он в моем сердце, он в моем сердце. Не зря сказал, И все, да, и после этого час повыступал, кучу сорвал. А так сложно. По пятницам вебинары проводи, с людьми работай, морские курсы проводи. Это ж ужас, это ж сложная работа, по 15 дней. А так всех поработил и все. Те, кто заработал, получают удовольствие от жизни, а те, кто не заработал, слушают, как первые получают это удовольствие. Ну, друзья мои, шаги у каждого свои. Шаги каждого свои. Я понимаю, что есть сочувствие, и где-то есть разочарование, и где-то хотелось бы, чтобы та информация, которую я получаю, которую я даю вот сейчас, чтобы эта информация была там на 20 лет раньше. Я понимаю ваше разочарование, потому что человек хочет волшебную таблетку, а в итоге он получает только хуже. Это то, о чем я говорил в самом начале. Почему? Ну, правила, вы знаете, это правила, а я как духовный учитель, я должен об этих правилах говорить и должен очень, наверное, как бы поддерживать вас в этих начинаниях. Я вам могу сказать, как бы основываясь на своем опыте, а также на опыте тех людей, которые есть в моей школе, я могу сказать, что не нужно отворачиваться от этого, не нужно. Оно действительно все работает. Не нужно. Будьте терпеливыми, будьте настойчивыми, не отворачивайтесь, идите по этому пути. Он действительно очень хороший. Он помогает человеку стать и богаче, и помогает
помогает человеку решить вопросы и достаточно так ярко помогает человеку реализоваться, вы будете удовлетворены. Почему? Я специально на связи, специально стараюсь быть постоянно там рядом. Почему? Я не снимаю с себя ответственности, я готов отвечать на вопросы. 8 лет наша школа живет. Были сложные периоды и несложные, каких только не было в этой школе. Но это ж как ребенок, знаете, живет ребенок, потом у ребенка грипп, простуда, там полечили, ребенок снова живет. Точно так же и в нашей общественной организации, и в школе Кайлас. Всякое бывает, всякое было. Да, когда человек говорит, какое мое предназначение, обычно улыбаюсь. Почему? У меня родились дети, у них никакого нет предназначения. Мое желание, чтобы они, самое важное, пусть кем хотят будут, пусть что хотят делают, только чтобы было одно условие. Пусть они будут здоровыми и счастливыми. А все остальное мне все равно. Хоть грузовики. Пусть хоть грузовиками управляют, я не знаю, на барабанах играют, что угодно делают, пусть только будут счастливыми. Точно так же и у Бога, знаете, Он когда людей рождает, Он хочет, чтобы они были обязательно здоровыми и счастливыми. Нету предназначения никакого, здоровья и счастья. Как и у меня по поводу своих детей, нету предназначения никакого. Я просто хочу, чтобы они были счастливыми. Поэтому, когда вы приходите ко мне и говорите, какое мое предназначение, мне всегда так и хочется сказать. Ваше предназначение – это быть здоровым и счастливым, поэтому здоровье и счастье. Понятно? Это и есть ваше предназначение. Просто силы так устроены, знаете, что силы неравные. Род человеческий запрограммирован на ужас, на самоуничтожение. Почему это все сделано? Без этого не было бы духовного роста, без этого не было бы пути и мотивации, без этого не было бы выживания, без этого не было бы движения. Поэтому любые проблемы... Вот смотрите, человек бежит, когда сзади кто-то тыкает в него сигарету, или когда он просто без сигареты бежит. Ну, конечно, а если человек больше двигается, если возле лица его автомат Калашникова или без автомата Калашникова. Точно так же и в этом мире. Когда человека создавал Бог, Он создал его таким образом, чтобы где-то ему было неприятно. Почему? Это мотивирует его жить. Потому что первый раз, когда сделали рай, то в раю никто жить не хотел. Почему? Потому что никакого мотива для того, чтобы жить. Живешь и неинтересно, Поэтому и придумали создать еще и противовес его, другую сторону антирая. Теперь мы живем в раю и антираю одновременно. Поэтому, когда у нас хорошо, то это тоже хорошо. А когда плохо, тоже хорошо. И выбор за человеком. То есть, когда ему плохо, нужно включить скорость, потому что, когда человеку плохо, это говорит о том, что диктует от него скорость. То есть тебе плохо, дыши быстрее, спеши быстрее, живи быстрее, думай быстрее, читай быстрее, ешь быстрее, просыпайся раньше. А если все хорошо, то тогда можешь расслабляться. Я желаю вам успеха и посвящения, точно. Давайте поставим указательный палец перед своим лицом. К себе вот так. Ко мне. Итак, делаем вдох. И до лобика дотронулись, глаза закрыли. И выдыхаем. И открываем глаза, еще раз вдох. И делаем выдох. И к лобику. И еще раз. И вдох, и выдох. И с закрытыми глазами левым глазом смотрим в левую сторону, а правым в правую. А сознание смотрит вперед. И вверх, и вниз еще посмотрели. И ощущение такое, как будто появился объем. И делаем вдох и выдох. Открывайте. Это посвящение в первую ступень. Это посвящение отклоняет мысли о прошлом и убирает у человека возможность бесконечных мечтаний, раскрывая его сознание и давая человеку объем.
Там, где есть объем, там может появиться идея. Поэтому первая ступень с посвящением первой ступени создает для человека новые мысли, новые идеи и новые объемы для его сознания. Я вас с этим поздравляю. Не забывайте распространять мою первую ступень, которая выложена бесплатно. Тем самым вы тоже можете реализовать свое состояние, когда вы можете служить людям или служить человечеству, или служить тем народам, которым мы принадлежим. Очень приятно, что появились ученики на разных континентах. Сейчас есть ученики, которые проходят ступени в Америке. Очень много людей есть из Канады, есть из Кореи, из Китая, Аргентины, Португалии, Израиля, Испании, из России, Казахстана, Туркменистана и так далее. То есть практически нет ни одной точки в мире, где не было бы учеников школы Кайлас. Достаточно активно это все развивается. Я считаю, что это давно бы уже могло умереть в случае, если бы это было неэффективным, ненужным и плохим. Уже сейчас, спустя годы, есть люди, которые предъявляют претензии тем людям, которые до этого преподавали эзотерику. То есть есть люди, которые уже сейчас недовольны семинарами других эзотериков и говорят, что уже есть подвох. Так я читаю иногда там плохие отзывы там о других эзотерических направлениях и так далее. Но я не могу сказать, что они плохие, а я хороший, так как я не проходил эти семинары, ничего не могу сказать. Но я за то, чтобы все-таки люди выходили на обратную связь, несли ответственность, они вели себя, как будто самое важное это продать, а дальше делай или умри. Знаете, очень неправильные были слова, когда женщина сказала, что после прохождения 7 лет она обучалась, потратила за это время около 15 тысяч долларов вместе со своей семьей на семинары. И при этом дочка вышла замуж плохо. Муж без видимых причин умер от онко, мать без видимых причин умерла от онко, и она дожилась до такого состояния, что, будучи там, знаменитым при этом врачом, осталась вообще на улице без денег и без ничего. То есть можно ли сказать, что это может просто так быть? Я ей говорю, а когда вы перестали заниматься? Она говорит, когда я перестала заниматься, через год начало все налаживаться. Это настолько было конструктивно и неправильно, вы представляете, что оно ломало жизнь настолько сильно, что прямо все шло вот, под откос. Настолько все шло под откос. Естественно, когда я у нее спросил, а вы пробовали пообщаться с тем человеком, который вам это давал? Она говорит, для того, чтобы пообщаться с этим человеком, первое, ему нельзя смотреть в глаза. Второе, нужно перед ним становиться на колени. Ужас какой вообще. Я говорю, вот дожились, плыли и приплыли. И говорит, мы вообще для того, чтобы он сделал кому-то там, даже не массаж, а там поставил позвоночник, мы должны были заплатить там кучу денег и при этом еще целый месяц работать на него. А там они строили отели, говорит, просто как я, говорит, врач, и занималась там отель строила, и в столовой работала, чем только не знаю. Вот это я понимаю. Видите, эзотерика, эзотерики тоже рознь. Все, я желаю вам успеха, до свидания, будьте здоровы. Завтра приглашаю всех на Садгая, приходите. Не, я буду из дома проводить.